Добрый вечер, мандаринка. Добрый вечер, чаруши. Я надела теплые носочки. Это что-то у меня замерзли ноги. Пожарила вкусную картошку с солеными огурчиками. Блин, звучит-то как. Ой, класс. Так, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что мы встретили... Не, мы не встретили, мы сходили и узнали, откуда вообще, ну, точнее, почему все произошло. Потому что был этот, господи, автоматизированные системы Фаро, и этот главный Тед Фаро потерял контроль над роем машин, и он не может их отключить. Точнее, он не мог их отключить. Элизабет Собек заставила его подписать бумаги, чтобы он проспонсировал то, что она придумает для спасения. А что она придумает, мы не поняли. Затем появилась голограмма Сайленса, с которым мы разговаривали, который вообще нас направил туда. И... заебал он душнить. Но в итоге он нас отправляет, он нас дальше куда-то. Я пока никуда дальше не пойду, я хочу поделать доп-квесты. Может быть, мы пойдем дальше. Попозже. That'll help. Привет, Форенсер. Так, мое любимое занятие, как только я оказываюсь здесь. Откуда вы вообще взялись? Wire won't hold on that. Ой, ну их нахрена. Нет, честно, не хочу. Пошли в жопу. До свидания. Эта битва сейчас опять будет на полчаса. Нет, спасибо. Я послезавтра пойду на вторую часть собеседования, потом поеду домой за ноутом. О! Ура! Новая работа! Надеюсь, она будет классной. Я там тебе нафармила этого дендра куба для нахиды на фулл прокачку. Цветочков пособирала чуть-чуть. Нужны будут цветочки? Заходи.
Потому что у меня этих цветочков завались. Мы поделимся. Кадажик, привет! Come on over here and have a word. Как сказать, там швейное производство одежды и так далее. Посмотрим, Come on, what are you waiting поделится или нет. for? What, you don't feel like talking? А, нифига, он как далеко стоит и с нами разговаривает. Так и не посмотрела прошлый стрим, что Hey, там seriously, было. we need to talk. Ой, ну там был сюжет, поэтому я не знаю, как его пересказать сейчас. Я буквально вот 2 минуты назад вкратце как бы пробегалась. Save these for the trail. Ну, короче, если вкратце, пересказ. Элой добралась до Меридиана, и там мы снова встретили Эренда. Он был бухущий в хлам, но мы такие, покажи, где живет Олин. Мы пошли туда, и там выяснили, что у Олин, это вот через его визор видели нас, и на нас вообще напали в деревне Нора. Мы выяснили, что у Олина на самом деле похитили жену и ребенка, и он вел дневник, и что Олина, получается, шантажом заставили работать на него, ну, то есть, ну, не на него, короче, там, ну, на верхушку. Ему всучили этот самый визор, он не мог нас предупредить, что нас собираются убить, и когда мы пошли его искать, мы там нашли, получается, самого Олина и вот этих вот карха тьмы, то есть есть обычные карха, которые живут в Меридиане, а есть карха тьмы. Они не поклоняются солнцу, как поклоняются обычные карха, а карха тьмы поклоняются какому-то бесу, ну, на английском devil, вот, мой край. В общем, там мы перерубили всякие машины и освободили Олина. Он даже нам помогал в этой битве. Но там как бы есть развилка, что сделать с этим Олином. Я выбрала его оставить в живых и не убивать, пусть искупает свои грехи. Он такой, помоги найти, получается, мою жену и ребенка, которых похитили. Я такая, окей, пойдем, кстати, поищем. Когда мы были в Меридиане, Эренд был почему бухущий в хлам, потому что его сестру Эрзу убили. Но когда мы все расследовали, он такой, ты можешь видеть все, вот эта штука помогает. Блин, помоги мне расследовать место, где Эрзу убили. Вдруг ты прояснишь ситуацию, что произошло на самом деле, потому что он нихуя не понимает. Так вот, дальше. В том самом месте, где мы, короче, Олина освободили, там с нами связался по визору какой-то чувак, и такой, иди вот в это место, посмотри вот сюда, потом поговорим. Потом, в общем, мы поперлись. Давайте я даже вам карту покажу, куда мы поперлись. Вот мы поперлись вот сюда. И там залезли в старые руины. И посмотрели, в общем, разные голограммы, которые рассказали нам, что было в прошлом. А в прошлом, в 2060 каком-то там году, автоматизированные системы Фара, которые основал и генеральным директором являлся Тед Фара, он начал продавать вместо обычных машин, в какой-то момент начал спонсировать и создавать боевые машины. И занял очень много рынка, 300 с чем-то процентов рынка были его. Как вообще может быть 300, я вообще не помню, я не понимаю, что-то там, короче, такое было. Мы смотрели даже презентации этих самых машин, с которыми мы дрались. А наверху, на самом, мы залезли, там, в общем, были голограммы диалогов Теда Фара и Элизабет Собек, где он ей признается в том, что он потерял контроль над роем машин, что он не может их отключить. Собек на него орала и говорила, что через 15 месяцев нам пизда. Заставил его подписать бумаги, чтобы он спонсировал ее, получается, проект по спасению, я не знаю, что он там собирается делать, я не спойлерю, я знаю, но я не спойлерю, вот.
И, короче, и она там куда-то улетала к какому-то военному генералу на какое-то совещание. Вот. Затем перед нами появился голограммой этот самый Сайленс, который нас сюда и послал вообще. Он, как типичный душнило, начал на нас наезжать. Он типа, ты за 10 минут, за полчаса выяснила то, что столько всего важного, что я не смог за несколько лет, и ты закатываешь истерику, и задаешь мне вопрос, как меня зовут, да задай вопрос какой-нибудь не такой тривиальный. Короче, мне этого Сайленса хотелось просто с этой верхушки скинуть нахрен, но пришлось с ним поговорить, потому что, увы, он был голограммой. На что он ответил, что вот там, в общем, ага, вот, значит, это все-таки была вина вот этого Теда Фара и ISF. Я как бы был, ну, я думал, что это будет вот так вот, но у меня не было доказательств, а ты вот сейчас все это выяснила. Хочешь узнать свою связь с Элизабет Собек, пиздуй вон туда, вон туда, куда летела там эта самая Элизабет Собек, вот сюда. Мы туда сходим потом, попозже. Но сначала поможем Эренду с расследованием сестры. И потом вытащим жену и ребенка этого Олина. Вот. Это если вкратце. А так там было дохуище диалогов. Ой, господи, куда я иду, блин. Дохуище диалогов, которые... Плюс дохуище записок. Я читаю записки все, которые есть, и потом я собираюсь прочесть все, которые здесь вообще в мире валяются. Да, господи, да где он стоит-то, а? Да дурацкая эта система, которая направляет меня. Ну там вообще очень все... Сколько всего? Много, да. Там еще был такой момент, когда я в записках читала, что, получается, сами ISF стравливали разных представителей разных стран для того, чтобы они больше ненавидели друг друга, больше хотели воевать, и покупали, получается, боевые машины у ISF. То есть ISF вообще охуевшие были там, судя по запискам. Ну, как и любая другая военная компания, да? Скажем так. Все. What are you doing out here all alone? Where are your men? I'm not gonna risk their lives. I don't mind putting my worthless ass on the line, but not theirs. Sorry I had to drag you into it. Don't worry. This is just an average day for me. You know, take down some machines, track some killers. Right. I'd hate to see a busy morning for you. Ready to get started? Are you sure you're all right? Well, I'm sober, so... no. Well, I'm glad you're thinking straight at least. Don't get used to it. Tell me exactly what happened to Ursa. Start from the beginning. No one knows for sure. She left in the middle of the night with a few of her best men. Her best men? But she didn't bring you? No. I'd been drinking a lot. You know, maybe she thought... damn, I don't know. I couldn't hack it. Search parties found their bodies the next day, and the corpses of some Shadow Karja cowards. It was an ambush. The Shadow Karja are animals. They beat her so bad we can't even show her face before burial. I'm so sorry, Erend. Yeah, well, when I find the soldiers who did this, they'll be sorry too. You don't have any idea why she left in the middle of the night? No. But it must have been urgent. A message, a report of some new Shadow Karja threat, I don't know. Это первая или вторая часть? Это первая. Why would the Shadow Karja do this? Because they hate us. And Ursa most of all. She teamed up with Avad to kick their asses out of Meridian. They've been licking their wounds for 2 years, but they finally found a way to get back at her. All right. Show me where Ursa fell,
and I'll do what I can to help. Come on, follow me. Да, follow. Why would Ursa come all the way out here? I don't know. It doesn't make sense. Я тут вспомнила, что у Is нас еще this будет... Shadow Karja territory? No. They broke the ceasefire as soon as they set foot in the cleft. Будет встреча с Королем Солнца, очень ее жду. Там очень много диалогов. Ну или мне так запомнилось. Almost there. All right, this is it, where the ambush happened. Our soldiers have been over it, but maybe that fancy artifact of yours can find a clue or something. Please. I need to find the bastards that did this. Those bloodstains are not the kind that would pool around a corpse. They look like smears. A Shadow Karja spear. It's perfectly sharp. Never seen action. It must be Shadow Karja armor. Strange. Not a scratch on it. These look like drag marks. Did someone move a body through here? What do you see there? This stain forms a line, as if blood dripped off the edge of something, like a cart. See? Cart tracks. I think someone moved the bodies here, then scattered them across the field. Wait. Are you saying the dead found here were killed somewhere else? But why would the Shadow Karja do that? At this point, I'm not taking it for granted that the Shadow Karja are responsible. Of course they were. Well, let's follow these tracks and find out. Блин, я вспомнила, чем заканчивается этот квест. I get why they wanted Ursa dead. But why fake an ambush? There's more to this, and we're gonna figure it out. Ой, еще здесь где-то, короче, на карте должен быть чувак. Я вот вообще абсолютно случайно, помню, его нашла. Который выдает квест. Он типа шаман. Блин, я надеюсь, мы его потом найдем. Послушаем все, что он скажет. These guys aren't Shadow Karja. They're from my tribe, the Asaram. Is this how your people usually greet each other? Found him over here. Ой, йоу. You made a big mistake. Блин, а кто там так мощно стреляет в меня? Вы офигели?
What's that? I think it's calling in machines. Get ready. Pick them off, one by one! Ты подойдешь, и я тебя... Что с ним сделать? Иди сюда, иди сюда. Тупая машина. Кысь! Кысь, кысь, кысь. Hit back! Это было бесполезно. Эй! Asaram, not Shadow Karja. Looks like I was wrong about everything, as usual. Please, use that second sight of yours. I have to know what really happened. I'm on it. Плиз, используй эту штуку. Ну-ка, глянь там своим этим третьим глазом. Самые переводы. So much blood. A lot of people died here. A massacre. What are those leather straps? Armor straps. Cut with a knife. And a rock with blood on it. Надо как-то наверстать неделю упущенной по целой куче пар, плюс онлайн-лекции, и как-то отработать физру, хотя я не до конца поправилась, пока, боюсь, помру на середине занятия. Но для этого бы в режим выйти. Да. Болеть вообще вот не прикольно. Не знаю, никогда не любила болеть, это жесть какая-то. Looks like you could mount some equipment on that thing. There, by the tripod. A used power cell. Так, что еще мне осмотреть? Полезть наверх? Полезли. Болеть не прикольно. Прикольно, когда ты здоровый, счастливый, и по какой-то другой причине уважительный отсутствуешь на занятиях. Типа как, знаете, прям поехали на море. This is what brought the machines here. It's sophisticated. Whoever built it knows what they're doing. Так, ты залезешь на эту вещь или нет? Я что-то еще пропустила?
допустим. Those rocks, they're shattered. Something hit these stones. Something I've never seen before. Ненавижу болеть, тем более так, как со мной это случилось. Прошла через такую срань. These look like Vanguard weapons. There's no blood on them. Ursa's men didn't fight back. Привет, Дрейдов. Страданий было мало, ведь сейчас начнутся смены погоды резкие, и мои судорожные попытки наверстать упущенное, особенно по программированию, не хочу. Да. Смена погоды вообще говно, потому что, блин, сейчас вот потеплело. Я наконец-то могу спать не в двух пижамах. И сегодня плюс 22 градуса, я пошла погулять, но, блин, мое бедро сдалось буквально через час. И я такая думаю про себя, какого хрена? Мне пришлось в горячей ванне лежать, чтобы мне полегчало. Чувствует мое бедро, будет похолодание. This is Ursa's helmet. I thought she died in the field below, but it must have been here. All this trickery. For what? Feels like it's just to torture me. I have a theory, but it takes a little imagination. So far, your theories are better than other people's facts. All right. I think the Oseram ambushed Ursa and her men with a new weapon. They mounted it on that tripod up there. It fires waves of force, maybe sound. Looks like it cracked the stone there. I think it paralyzes people instead of killing them. It dropped the Vanguard right there. No blood on their weapons. No fight. But why paralyze them if you're only gonna move them and gut them? They were trying to hide something. Look here, a bloody rock. That they used to smash Ursa's face in. Or someone else's. These leather straps have been cut, as if they took the armor off someone. That can't be. Her body is lying in state in Meridian. I saw it. You said she was unrecognizable. Maybe they switched another body into her armor, someone around the same size, and mutilated it enough, so it could have been anyone. Even Ursa. Go back to Meridian. Take another look at that body. If it's really Ursa, of course I'm wrong. But if I'm right... Then my sister could be alive. I'm going. Meet me back there when you can. Может быть, сестра жива, да? Понятно. Так, есть еще тут обыскать? Тело уже не похоронили? Нет. Еще не похоронили. Мы буквально приехали в Меридиан и застали новость, что она мертва, и Рэнд бухает. И типа на следующий день мы поперлись расследовать. Тут же условность игры. Нет, стой, кролик. Can't be too prepared. Хотите, похороню? Ну, блин, тут рядов, ну зачем? Нет, не надо. О, вот этого хочу забрать. Пошли, заберем. Еще из-за этой переменной погоды нет отопления, потому что на улице не 15+, 3 дня подряд, чтобы отопление включать. У нас, неважно сколько, у нас всегда включают в конце сентября или в октябре. Вообще похуй, вот просто похуй.
что там, плюс, не плюс, минус, снег в июне, на насрать, все. Отопление будет только потом. Поэтому мы купили обогреватель и радуемся жизни. Потому что с ним так хорошо. Тоже плюс 23 было, выгуливала новое платье, в котором планировала в отпуск поехать, но получила его только 2 дня назад. О! Жертва парикмахера из 80-х. Ну, у них тут такое все, тут все по-разному выглядят. Блин, мы что, пойдем? Мы пойдем во дворец. Девочки! Кто хочет посмотреть на короля? Хотите похоронить даже живьем? Ужас! Кровожадный Дридов. Кстати, чекнул немного по Дунхуа, которую Элли на аукционе смотрела. Будет интересно, мне прям понравилось. Даже новеллу почитать захотелось. Но у меня еще система магистра-небожители плачут в очереди. Не, я опять, это китайское аниме, и в целом это аниме, которое мне не шибко интересно, поэтому я смотрю его в полглаза. То есть я даже сабы не читаю. Я просто сижу и делаю геншин, параллельно поглядывая, что происходит на экране. Что-то происходит, слушаю комментарии Эли. Все. Вот так я смотрю. Я примерно так же смотрела Блюлок, но некоторые серии я прям вообще скипала. Потому что мне не нравится стилистика этого аниме. У него какая-то рисовка местами неприятная. Я не знаю почему. Вот что-то меня отталкивает. Generations of Oseram know-how at our disposal, and not a one of us has figured that out. Интересно прощупать это ваше отопление центральное, а не печное. Ой, вы впервые будете с таким отоплением? О май гад. Yes. Так, могу ли я What sort of... I'm Are you... Yes. Могу я тебе? О, да, могу отдать. Вау, класс. I will leave. Yes. Боже, что ты мне там положил? Ну-ка. В большой коробке маленькие коробочки. Ну и хуета, конечно. Ну и хуета, ну и зачем? Я, блин, думала, там лежит что-то такое, прям раз такое. А он мне в большую жирную коробочку напихал мелких. Прикиньте, прикиньте. Пипец. Вот зараза. Отвратительный мужик. Так, на что я там коплю, на что коплю, на что коплю? А, вот на вот это коплю. You look capable. You might do. Come here if you will. Пошел ты нахрен. Get involved in politics. Ну, ладно, это потом хахайки будут. Ну, потом, значит, посмотрю. Местами тут белок весь отвратительный по рисовке. Но не прямо, чтобы весь. Так, у нас подъехал текст из мира. Сейчас почитаем. Рада, что эти китайцы победили, правда, всяко лучше, чем ангел кровопролития и я и 23 раба. Блин, я когда, короче, остались 3 аниме, я стала решать, что, на что делать ставки. Там, я не помню, что там было третье, но там было первое, это что-то с горничными. И второе, это вот это вот вино. И я такая, так, я люблю горничных.
Но Венти любит вино, а я приверженец Барбариса, поэтому в честь своего архонта я поставлю на вино. И вино выиграло. Я сижу такая, охренеть. На мое мнение не опирайтесь, я так зашел на одном моменте аниме, так и вышел. Да на мое тоже, потому что я половину не смотрю, так что... Я вообще... Я просто большую часть аукциона, я не знаю, что это такое. Я просто жду те штуки, с которыми я знакома. Все. Обещала Чикарите досмотреть Блюлог. И Evil Within руки не доходят. Еще не скоро дойдут с долгами по учебе. Блин, да, грустно. Я хотела сериал начать смотреть, там же вышел последний сезон этого Sex Education. Я думала, сейчас за ночь как наверну. Я такая, в смысле 6 утра? Надо спать идти. Поставила на вино по приколу, ведь это китайцы, на которых я сама хотела донат кинуть. Ну вот, наша вера сработала. Плюс я еще хотела глянуть, что такое Alan Wake, потому что я тут услышала новость, что выходит Alan Wake. Как будто что-то интересное. Надо ознакомиться с сие продуктом и посмотреть летсплеи. Привет, Руся! Привет! Я на этих акционах вообще ничего не знаю. Я так жду, когда выиграет Скейт. Или Devil May Cry. Ну, на Devil May Cry нет особо каких-то хахай моментов, а вот на Скейте точно будут. На Скейте там просто я так жду этого, я очень хочу. Я сама стримила Скейт. Потом Дашка смотрела Скейт на стримах, и мы просто усывались. Я хочу, чтобы Эля тоже посмотрела. Удивительно, что ДМК в этот раз снова попал в 10. Да. Жду магистра. О. Alan Wake прекрасная вещь. Правда, душно немного из-за местами долгих волн врагов. Ага. Ну, я-то сама играть в него не собираюсь. Поэтому мне-то пофигу. Мне пока хватает игр. Я не хочу Alan Wake. Сюжет, атмосфера Alan Wake прекрасна. Я попробую, посмотрю. Как-нибудь. Когда мне будет нехер что смотреть за обедом. Вот. Хочу чекнуть второй сезон Агента Времени. Да! Да, я уже наслышана, что там просто там, боже мой, и все закончится опять на кликбейте. Захочу задонатить на 7 смертных грехов. Не смотрела. Вот я не знаю, что это. Да я много всяких популярных штук не смотрела, боже. Итак, Безумный король солнца. Правление безумного короля солнца. Читатель, знай, перед тобой правдивое изложение деяний безумного короля солнца Джирана, а значит, эти глифы написаны кровью. Воистину перечислить все зверства едва ли представляется возможным, так что вознеси молитву всеочищающему солнцу за себя и за автора этих строк. Ты узнаешь о страшных ранах, которые мы нанесли другим племенам в пору кровавой жатвы, в пору красных набегов. Ведь безумный король солнца повелевал вырезать в каждой деревне целое поколение, чтобы меньше осталось тех, кто способен держать в руках оружие, и чтобы отвадить этих жителей от мыслей о сопротивлении. Утару, которые тащились задобрить нас с подношениями зерна, были истреблены в таком количестве, что к следующему урожаю кукуруза выросла истине черная от пролитой крови. Тела убитых воинов Азирам ужас солнца приказал свалить в кучу перед стенами их поселений, чтобы его соколы смогли вскарабкаться наверх по мертвецам. А в долине, где живут варвары Нора, гроза Дикого Востока, деревья клонились к земле под тяжестью мертвецов, которых подвесили на ветвях в назидание живым. Если же ты захочешь почитать о том, каким мучениям безумный король подверг собственный народ, твое любопытство также будет удовлетворено. Здесь рассказывается о тех, кого приговорили к смерти в кольце солнца. И рассказывается столь подробно, что можно подумать, будто летопись ведется со слов черепов, которые свалили в кучу у городских врат. Не найти тебе и более душераздирающего изложения расправы над домом охотников.
Читая эти рассказы, ты будешь представлять себя на месте одного из отважных ястребов, сражавшихся до последнего и окроплявших песок кровью от рассвета до заката. Или, быть может, на месте одного из зрителей, когда бегемот мчался по трибунам под хруст дерева и костей. Это бессмысленное кровопролитие разворачивалось на глазах у безумного короля солнца, который не отвел беспощадного взгляда в сторону даже тогда, когда на этой арене смерти терзали его сына. Да, светловолосый Кадаман из восхода солнца, низложенный и приговоренный за то, что дерзнул выступить против отца. Столь полного и правдивого изложения бесчинств безумного короля солнца Джирана не найти в анналах истории и не услышать из уст летописцев-жрецов солнца. С тяжелым сердцем описываю я эти события, не опуская ни единого ужасающей подробности, ведь это мой долг. Долг перед историей и долг перед тобой, отважный читатель. Жесть. 7 смертных грехов, аниме из разряда гетеро с тупыми шуточками за 300. В общем, все, что я люблю, под аудиторию Эли как раз. Понятно, мне не зайдет. Ясно. Хочу с вами 2-3 сезон Магистра глянуть, там все самое интересное. Да, тоже интересно, что там будет дальше. По агентам уже ТикТок начал кидать моменты, но мой мозг агрессивно быстро воспринимал спойлеры и секундно скипал видосы. Вообще не заходи туда. Много кринжа, приправленного с горением очка. Угу, понятно, ясно. Спойлерить сидит туда, даже когда ты на одно кидаешь запрет, оно все равно вылезает. Смотрел только первый сезон грехов, но больше мне не хватило. Может вместе глянуть 2-й сезон агента? Блин, реально, все вместе глянем, просто будет собрать все водоров, сидеть жестко следить за спойлерами. Почему бы и нет? Погнали. Нам же в пользу будет. Для меня это как код Гиас, я видел там сколько смотреть, и все желание тут же в канал. Да в смысле, код Гиас не такой большой. Это вам не Наруто. Greetings, Aloy. I am known as Blameless Marad. Please come with me. You're needed for an important consultation. What do you mean? Where's Erend? He's inside, attending the Sun King, where we should be without further delay. Follow me, please. All of these people are here to see the Sun King. Yes, and each has come to ask a favor of him. Unpleasant, but that's politics. The Sun King is eager to meet you, the machine tamer with a curious eye for detail. It's all very intriguing. I'm not here to intrigue you. Too late. First the Oseram gets special treatment, and now Outlanders from the Savage East? What possible interest could the Sun King have in her? Passed by some Outlander woman? Unacceptable. I've been here for 2 hours, and this Nora goes to the front of the line. Ignore them. Nobles are like children who whine when they don't get a second helping of dessert. Да, будет. What's the Sun King like? The most important thing is what he isn't like. His father. I think you'll find him to be a reasonable man. Пошлите сразу почитаем. Мне не дают, понятно. Значит, потом. Aloy of the Nora. She who sees the unseen. Welcome. It would seem you have done me a great service. Erend, tell her what you found. I checked Ursa's tomb. You were right, Aloy. The body is missing a scar below her right knee. I gave it to Ursa when we were kids, fighting over a toy sword. If the body is not Ursa's, then we must assume she is still alive. And I will not abandon her. We only know she was taken, not who took her. I can help with that. Ursa has an enemy among the Oseram. A warlord named Derval. Impossible.
Every clan in the claim has been hunting for him since the liberation. He has to be dead by now. No other Oseram had the motive and ingenuity to lure Ursa into this trap. I expect to find him lurking somewhere near the border. I've already sent an agent to investigate. He'll be waiting for word from us at the marketplace in Pitchcliff. I can't move troops to the border without provoking the Oseram. But I could send a few vanguardsmen. And perhaps an exceptionally gifted Nora as well. Мне так нравится здесь Илой, она прям не знает, как себя вести. Она просто такая... I hate to impose further after all you've done, but this is a matter of great importance to me. Просто, конечно, такая шишка. Король солнца. Что делать, как говорить? В одном из стримов ты хотела проходить котлы вне стрима. Ни в коем случае. Я хочу видеть все боль и горение очка вживую. Я не проходила котлы больше вне стрима. Я только один сделала на стриме. Я вне стримов делала только испытания этих, господи, земель. Которые на время. Потому что на стриме у меня как-то с концентрацией херово. I'd like to ask you something about the Sundom and its politics. By all means. They call you a sun god who killed his own father in order to unite the tribes in harmony. Is any of it true? They say you can see the invisible, split an arrow at 50 paces, and tame machines at a glance. How much of that is true? It's not too far off. Well, I would like to unite the tribes in harmony, but you saw how many courtiers I have to deal with first. Maybe next week. Quite a place you've got here. You can almost see the little people below the mesa. You don't approve? Well, I have a secret for you. Neither do I. But we must be patient. Change won't come in a single sunrise. But will it happen at all, while men live in palaces? It might. Eventually. If people like you help me bring it about. Your politics seem very complicated. The Oseram are friends, but enemies too? I couldn't have liberated Meridian without the help of Ursa and her Oseram freebooters. Many of them have settled here. But the Ealdormen of the Oseram clans in the claim have become jealous of their success. So have many Karja nobles. It's a volatile situation, especially given the fact that my father raided the Oseram for years. Ursa helps keep the peace, promising a future based on mutual gain. But some, like Dervahl, will never let go of their venom. What can you tell me about the Shadow Karja? What do they have to do with Ursa? They are remnants of my father's regime, holding out at the fortress of Sunfall to the west. Like him, they care only for domination, and seek to draw upon the power of the sun by spilling blood in its name. Since Ursa helped me take this city from them, they were perfect scapegoats. Dervahl knew this, of course, and planned it well. Как же я залипаю на костюмы, просто капец. The killers, who attacked the Nora. I've discovered that they're a faction of Shadow Karja, called the Eclipse. They're digging up ancient weapons. Machines that corrupt and control other machines. They want to use them to strike Meridian. What you're saying echoes reports I've received from Murad. A Shadow Karja splinter group. Corrupted machines across the land. When will this attack come, do you know? I'm not exactly sure. Then we will do what we can to prepare. But in the meantime, Ursa is my highest priority. Please, help me find her. Who is Dervahl exactly? To understand Dervahl, you must first understand my father. He truly thought of himself as a sun god. His mind was broken. He believed that blood sacrifice would solve, well, everything. So he raided the other tribes for victims, especially the Oseram. Dervahl fought back. He crafted powerful weapons and rallied his people.
my father responded with the ultimate cruelty. He captured Dervahl's wife and daughter and sacrificed them in the Sun Ring. So, why would Dervahl go to so much trouble to kidnap Ursa? He felt she betrayed him. She fought by his side until she realized he planned to raise Meridian and butcher its people. Then she came to me. Together, we stopped him and liberated the city from my father. Dervahl has spent every moment since trying to get revenge. Mostly on the other Oseram who fought with us. He made so many powerful enemies, I thought we'd seen the last of him. I was wrong. It sounds like Ursa means a lot to you. Without her Oseram vanguard, I would not have been able to liberate Meridian and end my father's brutal reign. Since then, it has been difficult to maintain peace between our tribes. But Ursa has a way of making her people see reason. So you see, I need her back at my side. And quickly. I need to get going. I know. Well, they say kings should never beg. But please, help me find Ursa. Who says that? Murad, for one. Don't hesitate to ask him or Erend if you have further questions. Наконец-то еще записки. Бегу спать, завтра смену отрабатывать, чтобы у меня было 3 дня выходных для спокойной поездки в поезде. Доброй ночи, Форенсия. Спасибо, что зашла на стрим. Хочешь, врублю тебе трансляцию в Дисе, как я прохожу Рой на 4 сложности? Там такой спектр эмоций будет. В твоем горении я не буду понимать и половину слов, капающихся. А мне нужно полное чувство. Можешь мне бездну застримить в Геншине? Крукол, здравствуй. Блин, дуба бездна. Нет, не надо, пожалуйста, не хочу. Основание Меридиана. Основание Меридиана. Мы народ Карха. В наших жилах течет кровь тех, кто столетия назад последовал за Араманом, спасаясь от угнетателей. Из самого сердца Дикого Востока явились мы, хранители листьев предтеч, сокровища еще более ценного, чем земля или металл. Арман нашел листья среди руин, где ему указал на них луч солнца, и он сразу догадался, сколь велика их важность. Они содержали в себе учение о том, как наблюдать за солнцем, как распознавать его наставления и как понять, какое место отведено человеку в этом мире. Благодаря листьям появились первые глифы, первые записи, с тем, чтобы наши знания не исчезли, когда смолкнут наши голоса. Но когда наши предки захотели поделиться этим даром, их погнали прочь те, кого они считали своими соплеменниками. Те люди не хотели, чтобы луч знания озарил их невежество, либо завидовали его силе. И так начались долгие скитания нашего народа, уповавшего лишь на то, что солнце избавит нас от гнета варварских племен и укажет путь к спасению. Этот путь был труден, и он отмечен могилами семей, которые не осилили дорогу, в том числе могилами родных самого Арамана. Нас преследовали непрестанно, преследовали люди, у которых не было цели, а было лишь желание уничтожать и разрушать. Но вера Карха была вознаграждена далеким видением. Видением башни, сияющей подобно лучу солнца, едва касающегося горизонта. Невзирая на приближающуюся погоню, Араман последовал за стаей коршунов, ведя свой народ по петляющим каньонам и густым джунглям, и вновь узрели они башню, которая теперь была так близко, что, казалось, доставала до самого солнца, и увидели они, как на башню сели коршуны. В ослепительном свете солнца эта башня, шпиль, отбрасывала длинную тень на плато на другом краю зеленеющей долины. Араман понял, что нашел пристанище для своего племени, ведь сюда не смели ходить те, кто не разделял его веру, те, кто трепетал от страха при виде величественного шпиля или коршунов с их сияющим оперением. Он нарек это место Меридианом, держа в памяти один из прочитанных листьев. И племя
основала поселение под защитой Великой Плоской горы. Это место оказалось благословенно во всех отношениях. Наши предки сначала строили дома из древесины, которые в долине можно было добыть в избытке, а позднее стали вытесывать их из самого камня, увенчав плоскую гору первыми колоннами города Солнца. Воистину, Солнце щедро наградило их потомков, даровав Меридиану богатые урожаи, долгие годы процветания и власти над всеми землями, которых касались его лучи. Со временем, увидев, что Меридиан защищает нас от стрел и козней наших врагов, другие племена стали торговать с нами и платить нам дань. Святой Меридиан, без шпиля и солнца не было бы Меридиана, но отныне город служит памятником тому и другому, и слава Арамана и отцов-основателей отражается в каждом короле солнца из лучезарной династии и в каждом из благородных домов солнечного двора. С тобой потом поговорим. Говоря о песне, у меня проблемы, я не могу мандаринки 11 этаж закрыть на 9 из-за монолита. Про 12 молчу. Я зайду потом. Я сегодня хотела зайти. Решила попозже это сделать. Ночью. В уединении. В тишине. Вроде за этот год 2-3 раза закрывал бездну на фулл звезды. Вот за 3 года игры взял клиф бездну, она у меня с релиза была. Я... Блин, не помню, надо по тетрадке посмотреть, сколько раз я закрывала. Ну, 12 можно сделать на чили, чисто, я не знаю, там, хотя бы на 3 звезды. И все. Короли Солнца. Хроника королей Солнц. Основатель Араман, который вывел наших предков из сумрака Дикого Востока на просторы долины и который, прочитав знаки солнца и тьмы, указал им место для постройки священного меридиана. Доблестный Амават, который распорядился расчистить и засеять королевские кукурузные поля, чтобы больше никто из последователей солнца не знал голода, который вырезал алмаз, чтобы раздать богатые угодья первым домам солнечного двора. Прозорливый Садаин, который расширил владение солнца на север, юг и восток и воздвиг врата перед гаванью пестрого рынка, и который перед ликом солнца, когда оно достигло наивысшей точки в небе, провозгласил, что отныне эти земли будут называться Домом Солнца. Щедрый Ювадан, который заполнил рынки металлов трофеями, самолично добытыми им на охоте, и который разрешил торговлю с соседями на севере и на юге, и даже даровал чужакам счетные глифы, чтобы они не ограничивались простой меной. Заварат, король-паломник, который повелел построить башню высотой с хребет Покровов и пересек водные просторы Зари, чтобы раздвинуть границы Дома Солнца еще дальше, и который в честь своего похода воздвиг на дальних берегах гербовую арку. Отважный Ириф, который увидел в заходящем на западе солнце вызов себе и отправился в поход во главе большой армии и трижды был отброшен в сражениях среди великих каньонов, впоследствии названных преградой, пока, наконец, на 4-й раз его войско не прорвалось сквозь ряды врагов и не сгинуло на землях, лежащих по ту сторону. Рассудительный Басадит, на плечи которого легла мантия его безвременно почившего брата, который распорядился построить закатную крепость и форт у Гербовой арки, объявив лежащие за ними земли запретным западом, где дозволено бывать одному лишь солнцу. Так, а запретный запад — это случайно не то самое, куда мы отправляемся в следующей игре? Хувадин, который хотел привнести цивилизацию на Дикий Восток, но после многочисленных бесплодных попыток вернулся и провозгласил, что эти земли более непригодны для народа Солнца, и повелел построить башни и стены, чтобы с них можно было приглядывать за дикарями. Пламенный Ранан, при котором на Дом Солнца напала орда Тинакт, и который, несмотря на возражения советников, лично повел войско в бой. Милостью солнца он одержал победу, но шрамы его были столь ужасны, что с того дня он больше не снимал шлема.
Нахасис, который был не только королем солнца, но и охотником, и который бросил вызов самым гордым мужам из благородных домов, предложив им принять участие в состязании под солнцем, и те, кто сразил самые грозные машины, стали первыми ястребами дома охотников. Просвещенный Марзит, которому солнце посылало видения столь яркие и величественные, что он распорядился украсить меридиан множеством статуй и фресок со своим изображением, а в качестве своего летнего дворца повелел построить в закатной крепости великую цитадель, где он и провел остаток дней, занимаясь живописью, пока не подхватил смертельную хворь от красок. Боже, был самым человым. Нападать на машины, исследовать землю, нахуй рисовать себя на стенах по всему дворцу. Найс. Чувак знал эту жизнь. Хивас, старший брат Марзида, который издал указ о том, что все семьи с сыновьями, достигшими зрелого возраста, должны отправить этих сыновей на службу в армию Дома Солнца, чтобы восполнить потери в ее рядах, и который приказал ремесленникам вместо создания произведений искусства заняться снаряжением армии, чтобы каждый воин Солнца имел самые лучшие доспехи, алебарду и лук. А вот этот был не очень умный. Он придумал армию, значит, он долбоеб. Нет, конечно, армия вещь полезная, но все равно, kinda, я больше за искусство. Джиран, который в свои ранние годы был сильным правителем, защищавшим Дом Солнца от посягательств других племен и от помешательств машин, но который утратил здравомыслие и приказал пролить во имя Солнца кровь множества людей, чем едва не навлек на нас сумерки. Авад — освободитель. Ну, у Авада пока не написана история, потому что он только пришел к власти. Авад молодец. В безднях и Сэрм гораздо проще проходить, чем в Геншине. Там хотя бы не нужно торопиться и тупить. В безднах СР, потому что не на время. Она на количество ходов. Можно автобоем делать. Aloy, how can I be of service? It's obvious that you're an advisor to the Sun King, but what is it you do exactly? Whatever is needed, of course. Are you always so evasive? It depends. Sounds to me like you're a spy. There are many helpful voices in the Sundom and beyond. I like to think of myself as a good listener. So why do they call you Blameless Maraud? Well, it depends on who you mean by they, and what they might wish to blame me for. Talking to you is tiring. So they say. You were right about Avad. He seems genuine. He is the Sun King. I serve him the best I can. What else would you have me say? Huh. Did you serve the last one as best you could too? Well, I served him to his enemies. It was the best I could do for the Sundom. What did you do? Nothing I could be blamed for. What will I find at the border? An outpost full of Oseram, most of whom want nothing to do with Dervahl. Still, he inspires great loyalty in those who fought with him against the last Sun King. He will not be caught alone. And don't forget, he is a master craftsman. Nothing delights him more than his dangerous toys. What makes you so sure Dervahl did this to Ursa? I don't care for sure or certain. I prefer likely or probably. How many Oseram are clever enough for this ruse? Capable of building the weapon you described? Who hate Ursa so? More than one? Not likely. Dervahl? Quite probably. Even if people think he's dead? That is surely another reason to be suspicious of certain words. I have to go. Then you must. Пойду. Что тебе не нравится? Просто я хочу проверить.
Есть ли тут еще что-то, что я могла не найти? Больше нет записок, отлично. Так. Куда мне теперь? О, понятно, ясно. Пешком идти придется. Можно заказать видео? Нет. Я сейчас не смогу включить. Потому что я стримлю не через OBS. Я не знаю, как тут сделать экран. Плюс у меня включен только один экран. Поэтому я хз, как это все выводить. Oh, useful. Мы не умеем призывать лошадку, понятно. Придется найти лошадку. Вот и лошадка. Let's work together. Так, куда мы едем? It's gonna be light out soon. Пойдем через зараженную зону, лучше ее зачистить. А, нет, это та самая зараженная зона, тогда мы ее не будем зачищать. Беги. Now they're hunting me. Просто беги. Не останавливайся. И не оборачивайся. И не смотри, что там. Лучше не знать, что там. А что там? Ну, кто помнит червя подземного? Вот так вот там таких два. Класс, да.
This must be Pitchcliff. Murad's agent should be at the marketplace by now. We didn't deserve this. We can't let this happen again. No sign of Murad's guy? He's had plenty of time to investigate. We'd better look for him. Damn right. Что мне нужно сделать? Разыскать агента. Well, someone left here recently, and they were in a hurry. Any one of us could have died. Ага. Has to be Murad's guy. Dervahl's thugs must have made him. Maybe because he found something. Look at this. I think he drew a map with his own blood. Right. Those kind of maps you know you'd better follow. That might be Pitchcliff. He marked a spot to the north. Could be Dervahl's location. And my men are waiting outside of town. I'll grab them and meet you there. Ясненько. Чё ведь моя жопа меня ждет опять прочий противный робот? Представьте, что под себя его нагнет червя разлома, было бы классно. Thank you for helping me. Не знаешь, возможно ли стримить плойку по дису, но не при помощи Remote Play? Что такое Remote Play? О, нет. Ты меня не видишь. Спасибо.
Ну, чисто в теории я могу, если я в Дисе захвачу экран этого Централа Вермедия. Из двух боссов дали 2 формы оружки, что? Колдун на костер. Все. Это отдельная приложуха, которая скачивается на ПК, и можно дистанционно играть в плойку. Ну я-то такие не знаю, потому что я таким не интересовалась, поэтому не удивляйтесь, что я что-то такое не знаю. Я много чего не знаю, особенно касательно компьютеров. Дошли. Machines. Looks like they've been chained up. Durval's a tinker. He probably experiments on them or strips them for parts. Maybe I can use them to make some trouble. I'll go in first. Hold off until the fighting starts. All right. We've got your back. Стримы потом выложишь на ютубе? Да. Я их все скачиваю. Правда, они очень долго грузятся, потому что 4,5 часа каждый стрим. Поэтому пока что я загрузила только один, еще просто не открыла. Это на глазах чувака не получится. Ну ладно. Durval's men. It's about to get ugly. I hope so. We're under attack! I'm looking right at her! Your training. Что решение убить машину просто гениально. Зачем я их освободила вообще? Как убивают друг друга, да? А я просто посмотрю на это.
Не волнение. It's no use. Move in. С машинами делитесь, не со мной. Да блядь, ну я целюсь в эту хуйню, уйди. Блядь, как ее сломать вообще? Всем пока, я вниз. Ребят, привет! Как дела? Не нравится машина, да? That little Nora is above us. Got you now. This one's yours. Couldn't hit him. Рен, сорвал мне всю атаку. Got you now. Ursa must be around here somewhere. Let's find her. А это кто? А. Больше никто. That's Так, it. ну куда I'm already торопиться? gone. Пособираем, что тут у нас осталось. Ресурсики всякие. Металлические штуковины. Там еще целые 2 машины ходят. Be fascinating if they weren't looking for me. Он не хочет спускаться сюда. Страдания Дели в режиме стелса. Да, это всегда боль и страдания. You're going down. Потому что даже с легким уровнем сложности у меня как-то не складывается. Может, я смогу как-то подкрасться, его это деактивировать. Вот, иди ко мне, я тебя... Full speed, boys. Let's go. Ну, хотя бы так. Блин, а я тебе сейчас зачем? Ты вон на Ирен охотился, где охотился на него? Как они атакуют, что я, блин, не могу просто от них увернуться? Кто эту хуйню здесь поставил? Так, мне плохо. Где мое любимое средство против этих скотов? Проблема решена. Стрелы какие-то, господи, почему? Еще раз я спрашиваю, почему Элой лучник, когда лучшее средство это бомбочки? Нахер стрелы? Бомбочки лучше. Ой, крыса.
Когда планируешь посмотреть второго агента ориентировочно? Я не знаю, когда в Дисе все смогут. Это я могу в любое время. Мы же как бы хотим вместе с Дисом. Вот, когда большинство сможет. Йоши Узумаки, привет. Как дела? Вышли на посольство, объяснили ситуацию, нам говорят, да, ждите, в течение 3 дней вас позовут, через 3 дня. А, бля, реально не делаем. Что у вас за посольство говна? Не хочу приостанавливать контракт, но, понимаете, сейчас он зависит не от меня. Я даже не могу выехать на турвизе замуж. Мне, блин, паспорт продырявили. А, и точно, те же там с паспортом все хуёво. С каждой новостью чисто наношу все больше клоунских макияжа на лицо. Просто в следующий раз уже прям в этом макияже приходи в посольство, такая, здравствуйте. Не спойлерите про Фурину, мы молчим. А что про нее спойлерить? Говорят, выяснили что-то суперважное касаемо ее лора? Боже, как же похуй. Фурина не вынти. На Фурину насрать. Derval says you gotta eat dirt. Ты киска. Let's do this. На тебе прям в жопу. И еще раз в жопу. Ursa must be in there. We have to get through. Восхитительно. Это самый быстрый бой с таким противником. Я всегда дралась с ним стрелами. Это называется наушники. Или беруши. Ursa! Aaron? Derval tried to break me. Shows what he knows. I should have been with you. Why didn't you come for me? I know I'm a useless trunk, but... No, idiot. I got a message from Derval saying he wanted to parlay. I didn't come for you because I knew it was a trap. I couldn't let you get hurt. Just didn't think it'd be that good a trap. Thought I could take him out. Now listen. Derval's planning something big in Meridian. He said he'd force Avad to watch as the smoke darkens their precious sun. Your king needs you. No more playing around. You're gonna have to grow up fast. I will. I promise. You damn well better, little brother. Ursa. No, please. I won't let you down. I promise.
Дрейдов, ну. I'm so sorry. You've got to find Derval. But Meridian's a big place. I'll look through his things. Maybe we can narrow it down. Она померла на руках брата, хоть кто-то. Все, больше не буду читать твои такие вот сообщения. А может в котел? А может в котел? Ну дайте сначала доделать хотя бы один квест. Just notes about crafting. Oh, and a letter tucked between the pages. Lots of blaze. Headed to Meridian. If we find it, what happens when I turn it on? What's Derval learned from all his tinkering? Do I even want to know? I think I found something that can help. Let's head back to the palace. Go. I won't be long, but I need to tend to my sister. Да. Если в одном подвале мы нашли красотку и смогли спасти ее, тут, увы, не получилось. Блин, а я всегда, кстати, пыталась вот эту штуку поднять и дотащить до ближайших машин и поистребить их там нахрен. Но это, конечно, очень долго топать придется. Леон, сейчас ты можешь говорить про Геншин все что угодно. Абсолютно все что угодно. Потому что это не стрим по Геншину. А вот на стримах по Геншину не надо говорить. Надо просто хуесосить и говорить, что игра говно. Ой, кто там летает, а? Или вы посмотрите, вот ради вот этой хрени я туда не полезу. Я не хочу. Меня и так туда заставят, по-моему, пойти, насколько я помню. Смерть с неба, доберитесь до смоляного утеса. Еще одно задание, можно потом. Тут еще вот это бы вот как-нибудь попробовать бы сделать, а мне страшно. Они же любители смотреть за всеми, да. Итак, и что там у нас с оружием Фурины? В чем его прикол? Оно перезаряжается, как акселератор Унера? Что? Ой, нихуя нет хп. Ой. Действительно, я хочу туда пойти. The scrapes. Заметь меня, заметь и подойди.
Я не могу его приручить! Мне жопа, девочки. Нахуй я его позвала? Вали назад туда. Иди туда. Я думала, я могу, а я не могу. О! Здравствуйте, две говны. Как с вами сражаться, я не знаю. Да поможет мне Барбадос. Так, ну чисто теоретически, если я... Ох, блядь. Если я залезу на хуйню, на которую не смогут залезть они. Где я нахуй? Мама, где я нахуй? А, ясно. Пизда. Ну, пизда, конечно.
сдохну. Я уже это вижу, что я сдохну. Мне страшно, вы знали. -1. Okay. You're okay. Да сука, нет! Не убивай! Я умру, я умру, я умру. Я умерла. Это пиздец. Это пиздец. Интересно, что они будут с юнитой делать. Прямо интересно, будут ли разрабы оплачивать за игру Геншин или же нет. А вот хз. Как приятно полежать в горячей ванне, когда на фоне происходит резня. Можно я пойду в ванну? Буду плакать. Ну, я так понимаю, оно не сохранилось, да? Нет, конечно. Это вот, кстати, причина, по которой я эту хуйню никогда вблизи не убивала. Так, куда мне? Туда. Я всегда занимала какую-нибудь позицию, куда они физически не могут добраться, вот через реку, например. И оттуда их отстреливала нахрен. Ну-ка попробуем. Если получится стригерить его поближе, убрать хотя бы одного.
вообще не долетает. Найс. Сука! У меня эти стрелы не бесконечны, они в какой-то момент закончатся. Лучше бы к тому моменту мне отстрелить ему обуссанные лапы. Сучка. Ладно, хотя бы одно попадание есть. Все еще может туда залезать, понятно. Блять. Сука! Нет? Еще надо? Блять. Почему? Ну, спасибо, что в меня, конечно, камнями не плюется. Он меня бесит. У меня осталось 25 примерно стрел. Спасибо. Минус 9, блядь. Минус 9. Заебись. Минус 9. Сука, он прям поднимает эту опущенную лапу прям в момент, когда стрела уже летит. Говно собачье. Вонючее. Эй! Наконец-то. Одна из 30 стрел долетела. Вторая. Хорошо. Почему? Почему не туда? Все, последние 22 стрелы. Если не забью, я не знаю. В смысле? Как ты туда пролез? Ты же туда никогда не вылезал.
Я не попадаю по лапе, я попадаю, блин, куда-то выше. Вылези боком, блядь, вылези. Сука. Here we go again. Наконец-то. Блять. Сука. Я запуталась, что нажимать надо. Минус 2. Выпустив 3 стрелы, я нанесла минус 2. Еще одна лапа у него осталась. Все. Больше не можешь, да? Вот это долетает вообще, нет? А, она просто не долетает. Вот эта стрела, она не долетает до него. А вот это долетает. Какое оно мерзкое. Оно прям, сука, мерзкое, отвратительное. Уродское, прям вот в ночных кошмарах будет сниться. Good hit. I'm out.
меня болит рука. Я так агрессивно жала джойстик, что у меня просто все пальцы сейчас еле шевелятся. Кошмар. Молодец. Молодец. Там вторая такая же. Молодец. Вон она. Вон она. Ползает. А стрел у меня нету. Все. И создать я их не могу. Можно, конечно, попробовать его закидать бомбочками. Может быть, это поможет. Когда создаешь игру, всегда должен иметь при себе запасной движок и как его там. Но все же было бы интересно узнать, что разрабы из Холиверса сделали бы. Хотя они сейчас вроде бы разрабатывают новый движок, и навсегда отказались от Unity. Никогда не видел этого крота, красивый кот, отвратительный. Пока что он занят вот этими ребятами. Я могу ему с этим помочь. I can get out of this. Ой, как хорошо. Пусть он их убьет, они тогда не будут приходить ко мне. Хорошо я придумала? You're going down. О, плюс за убийство. Мне же лучше. Как говорится, самый сильный воин — это крестьянин с копьем, так что погнали. Нет, давайте я еще вот этого уберу. Пусть они тут довоюют друг с другом. А я ему буду камушки подбрасывать. Вот я как-то умудрялась там где-то засесть под камнями и обстрелять их, но что-то сейчас у меня не очень получается. Давай, убей, давай, убей. Ну. Ура, они дерутся! А, все, битва окончена. Мне страшно, что он так быстро разжевал этого гада. Потому что сейчас против него пойду я. Stocking up. Я могу изготовить себе лечилку? Только одну. Ну, пошли попробуем.
seems different. Такой страшный, я не хочу к нему подходить, я боюсь его. А, вон то окошко, в котором я сидела. Может, у меня получится сейчас туда забраться и обстрелять его бомбочками? They're angry. Лучше нихуя не стало. Понятно. Ну ладно. Не долетает. А вот его камушки хорошо долетают. Жесть. Поближе, не хочешь вылезти? Села! Класс. Какой красивый робот. Господи, страшный. Он меня обижает больше, чем я его обижаю.
юзать, и все. Я сомневаюсь, что реальные охотники в таком мире пошли бы против него вживую. Да не по все передохли там. Ну просто скушал и все. Вот именно, что тут лучше засесть и обстреливать. Отсюда не свалиться. Теперь мне эту лапу не показывает. Одна лапка, давай, да? Хорошо. Блин, он так всрато под картой пролезает куда-то в другое место. Makes this a little easier. А, все. Вот сейчас. Да. Так, ну что? Начинаем обстрел. Камнями только инопланетяне, а не ты. Назад, 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 назад.
эту хрень придумал просто какой-то садист, я не знаю. Еще раз скажу, что никогда не убивала их вблизи. Всегда это делала вот так. Просто других вариантов я даже не вижу. А что ты там боишься писать в чат, Леон? Я не понимаю. А, или ты не в этот чат, ты имеешь в виду другой чат. Ладно. Так, все, можем вернуться к нашему сюжету. Мои руки, сколько я его мучила. Единственный плюс котлов, что в котлах нет вот этой хрени. Но там есть другая. Гуси? А, гуси? А что ты там боишься написать? Я не понимаю. А что там происходит? Там что-то происходит такое, что надо... Ой, что ты боишься что-то написать? Там что обсуждают? Господи, мне надо сходить как будто бы на кухню за вознаграждением. За вот этот трэш. Там нет модеров на ставке? Понятно. Ну, извините. Я хочу играть в Horizon. Я и так работаю. Девочки, а когда у нас в Геншине появилась древесина липы? Ну так с Фонтейном. Сохранимся. Пережив этот трэш, мне нужно сохраниться. Is that really all you have? It won't do it all. You'll regret not stopping when we're in the thick of it. Так, ты кто? А, ты просто торговец. Блин, ну если ты просто торговец, то давай я тебе просто продам. Просто продам. И просто куплю. А что купить? Я толком ничего полезного купить не могу, да? Класс! Ладно, шикуем на все, давай коробку. I've got all the best goods here. You'll like what I have for sale. You I there! promise. Can you help me? Nora, please, I need to speak with you. I speak with you later. Not right now. Сиди тихо, не отсечь, меньше мороки будет. Один стрим ночной без ставок посмотрит. Вот именно. Ишь. Пусть он кто-нибудь там сам поставит. Там полно людей, кто тоже являются модераторами.
alert! Damn it. This damn Oseram's stirring up tensions. I'm keeping my eyes open. I've sent a messenger to the claim to let everyone know. If there's anything you or your clan need for her arrangements, you need but ask. I'm glad you're back. I'm at a loss about Ursa. To learn she lives, then lose that hope, seems cruel. She wouldn't want us to waste time talking. She'd want us to find Dervahl. She said he raved about smoke darkening the sun. Tell him what you found in his papers. A letter. It mentioned a shipment of blaze being sent to a warehouse here. Only, it wasn't addressed to Dervahl. The name was Ayland Forgeman. Does that mean anything to you? Sounds familiar. Yes, a landlord. The Oseram have been buying up buildings across the city, including one under that name. Let me think. It's by the edge of the mesa, near the temple. It used to be a shop, but it could serve as a warehouse. If Dervahl used the name as an alias to buy it, he might even be there now. I'll round up my men. I'll meet you there. Erend, wait. Remember that no one hates Dervahl more than your own tribe. The clans would give up much to obtain him. Take him alive? So you can haggle over him? You can't be serious! Our security depends on keeping the peace. If the opportunity presents itself, take him alive. Consider that a command. Aloy, a moment, please. When we spoke, Erend didn't wish to dwell on the details of Ursa's death. Understandable, of course. But now that they've been left to my imagination, those details are all I can think about. You were there. Did she suffer? She's not the one who's suffering now. You are. She died before you could say goodbye. Is it that obvious? You're right. I'm dwelling on my pain, not just hers. And there's only one thing left that can help. Find Dervahl and bring him before me. He will answer for his crimes. Ну, кто не понял, то король как бы был неравнодушен к этой Эрзе. Тут сегодня смотрела видео об ангельской и демонической иерархии и внезапно осознала, что Генезиса можно считать Люцифером от мира Final Fantasy VII. Сейчас вспомните, кто такой Генезис. Кто это? Звучит знакомо. Я не могу вспомнить. Вы были первыми любимчиками Бога, потом Everyone на их needs a месте пришел splash of кто-то color in лучше. their lives. Оба обладатели Come, сильной let's гордыни, talk it оба over. подняли восстание против Создателей и пали, а после были обречены на страдания. Обалдеть, я достигла просветления. Поздравляю. Так, а ты кто? Это у нее можно купить, если что-то не хватает, просто купить и все. Так, подожди. Женщина, господи. Ты кто? И что тебе нужно? What did you want to talk about? You were an outlander, no? An adventurer. I used to be one myself. I admit, I miss the beguiling colors of the wilds. Speaking of which, I wonder if you've come across a very special kind of flower. It's made of metal, like a machine. Other blossoms grow around them in amazing patterns. These gleaming beauties are very much in demand among my clients. If you bring me some, I have valuables to trade for them. These metal flowers. What are they exactly? No one knows.
but some say they began sprouting 20 years ago when the machines started to go mad. Perhaps they grow from the tears of the sun, for he has many faces, does he not? Wrathful one day, cool and patient the next. Perhaps he weeps for our suffering when his anger breaks. You said you were an adventurer. Just so. The nobles of Meridian crave flowers for their balconies and gardens. So out I went, with bow and spear. I made my name by searching the wilds for the wildest blossoms. No bandit nor machine could keep me from those precious petals. So what happened? Love happened, my sweet. My paramour frets too much when I venture out. So now I collect flowers for those without such bonds. Is it worth it? Being restrained like that? Of course. Freedom is sweet, but the embrace of my beautiful Theradine is sweeter still. Ah, let us haggle over this beautiful bounty. Угу. Думаю, надо принести 30 цветов. Трэш. Till we meet again. A moment of your time, Outlander? Понятно. Потом. Генетис, солдат первого класса, друг Сефирота, но в красном плаще. Он из Кризис Кора. Главная драма Queen всея Final Fantasy 6. Ой, 7. Жду, что его вернут в второй или третьей части ремейка. А, это не его там тизернули под конец, нет? Someone over there. Able-bodied adventurers, preferably with no... Oi there, Outlander. Name's Vilgund. Did you come to the city looking for work? Oh, good shards. Enough to buy garb more becoming of your... Okay, stop there if you want me to hear you out. I only meant a well-molded woman such as you. I heard an interesting rumor about a Banuk camp. Tame machines, the rumor said. So I hired men to investigate. Just investigate, that's all. Those Banuk are canny. Too canny. I paid up front. Well, half up front. I've had no word back. So now you're hiring someone to find the last men you hired. They're a sunk cost. This rumor's worth more to me. What can you tell me about the Banuk? The Banuk women. Snow witches all. Cold eyes, cold... They choose to live up there in Ban-Ur, in the ice. Trying to have a conversation, it's like chipping them out of the stuff. They prefer machines for company. That's why I'm putting my shards on this rumor. Then they might not want outsiders to know about this place. Their mystic act. No care for possessions, for luxuries. Pile of slag. Those people bargain harder than the winter frost. Are you some kind of merchant? You don't seem to have any wares. More of an explorer. But you send other people to do your exploring. All right, more of an opportunist. Girl. Nora girl. Huntress. We live in a world of opportunities. Risky opportunities. But why should risk stand in the way of a lucrative prospect for the likes of me? All right. I'm more of a gambler. So is there any more to the rumor about this camp? The last bunch just wanted to know about the reward. Hey, you're a smart one. This camp isn't even big enough for a name up where the snow won't thaw. They say the Banuk there live alongside machines. Peaceful as you like. Keep them, use them, sing to them. If it's true, if we learned how they do it, think how valuable that would be to all the tribes. When you say valuable, you mean they'd pay you for it. Girl, I'm not made of straw. If I did look into your rumor... You won't need to climb up the shoulders of the world for it. It's on the edge of Banuk land, beneath the anvil of the moon. And
You look like you know your way around the savage East. The East. If it's true they walk among machines without fear in this camp, well, you can't miss that, can you? Payment on return. The main market is for commoners. Ох, заебал. Would you like to buy something? Что? I've got all the best goods. А, Can I это там... interest you in a reasonable share of a lucrative opportunity? It's huge. Подожди, а куда я иду? Я же не сюда, я туда. This is the place? You home, Derval? I got a surprise for you! Or he has a surprise for us. Is it a bomb? Doesn't look too big. Big enough to kill us. All right. I'll shut up. Blaze. It must be leaking from something upstairs. If that bomb goes off, the blaze will ignite in a firestorm. That's a lot of blaze. If that bomb downstairs goes off, it'll be just what Derval promised. Smoke will darken the sun. As the city goes up in flames, there's gotta be a way to stop it. 4 бочки. If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. It looks like a wooden bracket. Not very strong. Help me push this out. Okay. Brute force, I'm good at that. What'll it do? Save the city, I hope. But when the blaze falls, run for it. Because the booby trap on the bomb downstairs is gonna get set off. Will we survive? Probably not. Now push. Ugh. We did it! Derval's best shot, and Meridian's still standing. This isn't over. Derval said he'd make a VOD watch. No way. To do that, he'd have to get into the palace, and that's too heavily guarded. Get back there, just to be sure. I'm gonna look around. Maybe Derval's men left something behind when they planted that bomb. I got it. Don't worry. If he tries for the palace, he's finished. Fire on the mesa's edge. Bring sand. Bring water. Что, мне сюда? Куда? Сюда? Нет? Boot tracks. With just a bit of blaze in them. Ой, ну как обычно. They heard that explosion halfway across. No questions Get to asked the on fire my and part. shut up a bucket line! What happened? I haven't had a blast like that since the liberation. Let's have a chat. No, a colorful discussion. There's smoke rising from the edge of the mesa. Are we under attack? The tracks lead inside. Another one of Derval's hideouts. This must be where Derval assembled the detonator. He tunneled through the wall. Derval did find a way into the palace. Derval. Немножко нелепая такая постановка здесь. Куда мне вниз?
keep that for later. Блин, за что я люблю всегда вот эти грибочки? Так это за то, что они пополняют запас целебных трав больше, чем обычные красные травы, которые собираешь. Так что нужно быть как Тигнари, нужно любить грибы. Look at you, Avad. The wriggling runt of a maniac king. You robbed me of my right to kill your father, so I'll have to settle for you. I'm going to enjoy watching the Karja burn, even more because you'll be watching with me. Say goodbye to Meridian, Avad. Breathe in the stench, and choke on the ashes. Something's wrong. It didn't... I didn't hear anything. There's a bit of smoke rising from the mesa's edge. No! It should be a firestorm, not some belch from a charcoal burner! Боже, какие придурки. Тут are you okay? Ну, если вы are you okay? What's this? Oh. You must be the Nora who bushwhacked my camp. And disabled your bomb. Did you now? Well, bomb or no bomb, I'm gonna splatter that throne with blood. First yours, then Avad's. Die! Why does Avad always have his ladies do the fighting? Ну, бомбочки, это просто лучшее, что можно было придумать. Aha, gotcha! It's not over yet, Nora. Any good Oseram tinker will tell you. Always have a third plan. Я не использовала бомбы. Ну, зачем стрелы? Сейчас и против этих бомбы полетят. Он меня ебал своим оружием. О май гад, это звучит-то как. I hope you like fighting these things, because there's more in the way. Gonna need this. Ah! Those majestic, murderous glinthawks! Так, мне нужно взять мое другое оружие. Never do the work. You can get a machine to do it for you. Ладно, этой хуйней я еще не научилась пользоваться. I hope you like fighting these things, because there's more in the way. Never do the work if you can get a machine to do it for you. Ah! Those majestic, murderous glinthawks!
Ah! It won't hold. Those majestic, murderous glinthawks! Еще летят. Господи. Как он будет лететь? Пойди, найди, блин, и попади в них. Я их просто, сука, не вижу. Ну? Собери с него. Собери, прошу. Ясно, понятно. Она не соберет. Stay down! Блин, ну отдайте ресурсы! Сука. Тупая игра. Надо было идти на Киагниду, ёб вашу материю. Там еще же это, господи, боссы. Я вот не знаю, будет ли новый босс в новом патче, поэтому я пока не As знаю. much as I wish Ursa was here to kill you, I don't mind doing it for her. Go ahead. I'm not afraid. Except that knowing you, Erend, you'll screw it up! Врежь ему. А, да, при короле нельзя, а так хотелось. I know what you are afraid of. Going back to Mainspring in chains. Every clan in the claim wants you dead. And they know how to make it hurt. They'll even bid for the privilege. It's just like you to get someone else to do your killing. Shut up! You're at the Sun King's mercy now. Вот бабашки самое то. Каналы, чтобы гнил там.
Конечно, будет самый тупой момент на свете, это... Поговорите с Дервалом, дополнительное задание. И вот чтобы с ним поговорить, блин, до него топать надо 3 километра. Потому что его унесли хрен знает куда. Но я хочу послушать, что он скажет. Sure as the sun's rising, he's off courting that noble girl. I have a matter of grace and beauty I would like to discuss with you. Look, I got a pair of sturdy Osram hands, and I know how to put them to use. They're always gonna work with me. Хочу. Вот это все хочу. Буревестник, громозев, камнегрыз. В смысле у меня нет линзы камнегрыза? Я что, зря убила целых 3 камнегрызов? Вы что, орете? Буревестник, громозев. Хочу вот эту вещь. Где он? Потеряла этого придурка. А, вот он сидит. Давай. Come to gloat, Nora. Well, as you can see, I'm busy. I get it. You want to rub it in? Well, it's not working. Ha ha. It's funny to pester the tinker in the cage. What a laugh. You think that bit of scrap on your brow makes you smart? I'll bet you couldn't have taken apart my bomb without it. Think I'm done? Think again. I've gotten out of worse scrapes. While the lunkheads in Mainspring dither over how to kill me, I'll dig myself out. Just you wait. When I get out of here, I'm gonna plant a thunderjaw lure in your bedroom. Gotta admit, it burns me that a savage tracked me down. Most Nora get confused by anything more than 2 sticks and a string. Don't you have something better to do? Like choke on a lance horn? You think that spear of yours is so fancy, but I could craft it blindfolded, during a quick nap. Riding machines? Am I supposed to be impressed? Get one to serve me lunch, then I'll take notice. You're like a burr in a boot, you know that? Боже, у него каждая реплика это просто панчлайн. Hammer to steel. I hate you. Someday, I'm gonna build a machine with the specific purpose of pulling your braids out. By the great flaming forge, just leave me alone, Red. Все, выдохся, слабак. Так, а что там была за коробочка? Вот что за коробочка. Ой, хуйта, я думала, там сейчас будет лежать, я не знаю, оружие классное. А, хрен там. Нафиг. If the Shadow Carja can take down Ursa, they can take down any one of us. Так, все, возвращаемся обратно. I have a matter of grace and beauty I would like to discuss with you. We all have our place in the order of things. Aloy. I was just thinking about Ursa. She would have killed Dervahl on the spot. I know it. That's why she went out to meet him in the first place, to put him down.
But she also told me to grow up. I gotta admit it burned a little when she said that, but I'm trying to take it to heart. And I guess growing up means putting what you should do in front of what you want to do, right? You're asking me? I'm pretty sure you're older. Yeah, but I don't act like it, do I? You did with Dervahl. Don't give me too much credit. Part of me still wants to wait for a quiet moment and wring his neck. Yeah, but you won't. Because you're a good captain. Come on, stop. You're gonna make me tear up. So, after all this, what's next for errand vanguardsman? Heading back to the claim for a while. I'll get in touch with my clan and we'll lay Ursa to rest properly. Like how she would have wanted. And by that I mean less chit-chat, more drinking. What do you think the Oseram will do to Dervahl? First off, they'll argue about it for a long time. But whatever they come up with, it won't be quick. I can live with that. In fact, I might just drop by his cell under the sun ring to remind him what's coming. Well... I know, you gotta go. Killers to track, machines to master, all before breakfast. You know what? When we met, I thought I was a big shot talking to a pretty girl hidden away in the middle of nowhere. Now I see that I was just lucky to get a minute of your time. Try not to forget about me while you're out there changing the world. I'll always have a minute for you. Maybe even 2. 2? Huh. She likes me. Обожаю эту реплику. Для меня у тебя найдется минутка, может быть даже 2. О, 2! Я ей нравлюсь. Хочешь. Так, как дела? Aloy, to say you have my gratitude feels woefully insufficient. You saved my life. You saved Meridian. And because of you, there will be justice for Ursa's murder. We can mourn her knowing the truth, without painful uncertainty. It's hard to imagine where we'd be without you. And I don't want to try. I hope you will consider staying in Meridian. Were you and Ursa... you know... I suppose it's obvious how I feel... how I felt about her. She didn't just give me advice. She gave me strength. But we couldn't be together. Relations between the Karja and Oseram in Meridian were unsteady as it was. The union of the Sun King and an Oseram warrior would have led to open revolt in the city. And probably war with the clans. Did anyone know? Only one. Dervahl. He wanted Ursa, but she rejected him. And so jealousy became yet another of his hateful motivations. What exactly will happen to Dervahl? For now, he'll languish in one of the old cells under the Sun Ring here in Meridian. As for what happens after we negotiate his extradition to Mainspring, I don't want to think about it. My father was very creative when it came to inflicting suffering. But some Oseram devices surpass even his imaginings. What a waste. Dervahl is a brilliant man. I wonder what he would have accomplished if it weren't for my father's cruelty. I know who attacked the Nora. A faction of Shadow Karja called the Eclipse. They're digging up ancient machines, weapons they want to use to strike Meridian. I see. What you're saying echoes whispers I've heard from Murad. A Shadow Karja splinter group, corrupted machines across the land. When will the attack come, do you know? I'm not sure yet. Then we will do what we can to prepare. Keep me informed if you learn more. Shall we talk some more? Why do you want me to stay in Meridian? Well, I would think that would be obvious. Not to me. Huh.
Well, to start with, you kept the city from going up in flames. You're strong, shrewd, and capable. Так, не улыбайся вот так вот мне, пожалуйста. I could use someone like you at my side. Такая помощница, как Эрза. У меня свой путь, да. Я самурай, у меня свой путь. Thank you for the offer, but I don't think either you or I are ready for that. At least, not yet. I've got a long way to go before I find what I'm looking for, and it's gonna take me far from Meridian. Of course. I didn't mean to presume. Вот диалог просто You're your own woman. Очень непонятный. Just as Ursa was. Он хотел, чтобы мы были как то. Remember that you're always welcome here. I hope that today is just a sunrise for us. Not a goodbye. I have to go. I understand. Как кто? Как спутница? Или просто как советник рядом? Просто он выбыл сейчас, конечно. Гений. Так, дальше, куда мы пойдем? Может, мы пойдем вот сюда? Или мы пойдем сюда? Блин, очень много топ-заданий, хочу все сделать. Так, какие я еще не сделала? Найти лагерь Банук. Найти лагерь Банук. Смогем ли мы в час уложиться вот это вот, вот это вот? Ну, чисто в теории я помню, что там происходит. Поэтому можно пойти, наверное. Или все-таки делать доп. Задания? Сейчас пойду посмотрю. Блин, хочу сюжет, я хочу весь сюжет пройти. Почему я не могу просто сидеть и играть в эту игру? Ой, могу. Но тогда это займет у меня просто до хера часов. Осталось. Стрим 24 часа марафон Horizon. Я боюсь, что 24 часа это даже мало. Не хватит. Почему нельзя просто смотреть кино? Да. Почему надо еще что-то, кнопки какие-то тыкать, бегать надо, что-то нажимать, страдать, плакать, целиться в эти дурацкие машины? Ил. Ладно, давай поставим как пункт вот это. Never know when I might need these. Понятно. Не хочу с ними драться сейчас.
Just stay out of their way for now. Ты отвлечешь их внимание, пока я буду драпать. Отличный план. Как хорошо, что он сработал. Safe. For a few minutes, anyway. No. Ты меня не видишь, ты меня не видишь, ты меня не видишь. Блин, надо пройти хотя бы один котел, который позволит мне приручать эту хрень. Нет! Пожалуйста, только не ловчий, только не ловчий. Бежим. Я надеюсь, это был не ловчий. Might need that. Я не хочу ловчего, я его боюсь. Бежим. Что с ними делать? That wasn't a warning. This has to be the Banuk camp that Vilgan told me about. So what happened to the other mercenaries he sent? The machines are docile. It's like they've already been overridden. Так, с кем здесь надо поговорить? The last hunt was a good one. Struck swift as snow, and none will be going hungry. Tomorrow, we'll see what the shamans have learned from the machine spirits. С вами тоже нет. С кем поговорить? Keep your scales sharp. Shaman, you're trying to understand the machines here too? Yes, Nora. And taking my time with my studies. Between you, me, and the spirits, I appreciate the peace. Not just from the machines. There are many changes in Ban-Ur. The hunters and shamans bicker without end. What about? How best to deal with a harsher world. The hunters, they don't want it back the way it used to be. And we shamans find ourselves able to explain less and less. So many are exiles now, sent to wander. Here, no one argues. So, I welcome mystery. In Ban-Ur, they already sing songs about the hunt completed.
Some other Wyricks after our herd. We'll claim first blood, but it will require cunning. Сколько раз я делала это задание, каждый раз, когда я сюда прихожу, я не понимаю, с кем мне надо поговорить. Ясно. Пошли выше. In This is how the Ban-Ur, they Banuk already must have sing gotten up songs and down about the the hunts mountain. I've completed. What are we doing here? Every idle moment is another mile between us and the herd. С кем мне надо поговорить? Покажи мне просто человека, и я с ним поговорю. She's a long way from the comfort and warmth of Meridian. Что ты мне мозги выносишь? Нет. Spirits reveal themselves to you. С кем мне надо поговорить? С тобой? To see these machines up close like this, it's... Grazer dung. I'm sorry? Frozen grazer dung. This Ravager led me here. I chased it down from the rivals, where it killed a great ice hunter. Tore him in two. A challenge I accepted. But when it reached this camp, the Fury left it. Isn't that a good thing? Tikuk says it's a gift. Pfft. What is a gift but a reward that you didn't earn? The machines are meant to challenge us. Now I'm stuck here guarding the shamans. When the machine spirits resist, it forces the Banuk to prove Мне our в worth. целом надо со всеми подряд разговаривать. They're docile. Здрасте. Понятно. Защита от рукопашных атак. Может, мне лучше вот это сделать? When the machine spirits resist. Алло! Is she a Carter? Я ничего не понимаю. She looks like a Nora. Banuk lands are harsher than these.
Hunting here is Смотрите, лагерь, поговорите с Бануком. Я говорю, но я не вижу, чтобы это приносило результат. Скажи что-нибудь. Some other Weiraks after a herd. Greetings, Nora. Shaman. We... Вот. T-Cook, have any other Outlanders come through here recently? Some Asuram, yes. They were convinced the machines were malfunctioning. As if machines were mere devices in need of repair. Well, that is how the Asuram see the world, is it not? They ate with us. Then, when they were satisfied there was nothing they could explain, they left with the Northern Light. The machines sing to you? To each other. You are a hunter. You must have heard their communions and hymns, their calls and cries. We're not meant to understand, but we shamans try to interpret. What is the song that angered them so, that turned them upon us? What song soothes them? Does it thrum in the air here, just outside of hearing? How can we heal the machine world? What's with the big guy? I was drawn to this place in a storm. At first, I thought the keening was the wind, snapping off the mountain's frozen face. But no, it was the Thunderjaw's song. I found it crouched on its haunches, its metal unmoving, and I took shelter beneath it. When the storm cleared, its singing done, perhaps the spirit left its great shell, or perhaps it slumbers and remains. So we have not stripped and gleaned this one. We treat it with the care it is owed. Do you mind if I look around more, T-Cook? Speak, trade, listen. You are welcome. No harm will come to you here. So it's not the Banuk that are doing this. There's something about this place. They can't see it, but maybe my focus can. There, a signal. And the source is at the top of the mountain. I'd better look into it. This is how the Banuk must have gotten up and down the mountain. Почти 4 часа ночи, мне внезапно захотелось кушать. Прости, мама, что я полуночник и не умею тихо что-то делать. Я тоже есть хочу, кстати. Snow haze, white as bone. That thought got dark. Так. Я точно туда иду? Или просто туда такая дорога? The Blinthawks are just waiting. A good sign, I guess. You're jumping shard purses! Did Vilgun send you? I guess shards can buy a conscience. Never mind that. Nora girl, you have to stop the others. Up ahead, we snuck up here. Uncovered some kind of ancient device, plain as an anvil. That's what affects the machines. The other bungheads voted to take it to Pitchcliff for auction. But it's taken a beating already. Like it dropped from the sky. We tried to stop them digging it out. Without that thing up here, those Banuk will be massacred. I'll stop them. You two get out of here. It sounds like you've already done enough damage. Well, that's a fair appraisal. На мне проклятие, когда я пытаюсь что-то делать, чтобы никого не разбудить, выходит наоборот громко. Да та же фигня. Я все еще мечтаю снять прекрасный тикток о том, как я делаю что-то днем.
и намеренно швыряю что-то, и такая в последний момент, когда уже бросила, о нет, оно сейчас громко приземлится, шума будет, я все разобью, сломаю, а нет, оно просто приземляется как пушинка. А когда ночью пытаешься прокрасться на кухню и что-то взять, и такой... Ставишь кастрюльку так тихо, 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 пытаешься максимально бесшумно это сделать. И все равно происходит звук, как будто бы просто на всю квартиру. What do you let the ropes look for, you bunch of chuff skulls? The slack was on your end. What have you done? Who are you? You're not one of those Banuk. Too late. Let me look at it. Hold on, hold on. This was our delve. We did the work. You want to put your axe in? What's this thing worth to you? I don't know about this. This was your idea. You started it, you can finish. All right. Could be this thing's just scrap, but even scrap has a price. So I'll ask again, what's it worth to you? It's worth more to me than you are. You still want to negotiate? Forget it. All he's ever given me is black toes. They've made a mess of this. Catastrophic malfunction. This is from long ago. And it's been sending a signal all this time. Fading out. I have to get back to the camp before the machines tear it apart. Неизвестный артефакт, мощный процессор, сильно поврежден. Обнаружен фрагмент поврежденного кода. Дата создания около 20 лет назад. Катастрофический сбой. Посылать сигнал до отклика. По пути споткнулась о чемодан по нем. Блин, прикольно у них тут. No, they've already started attacking. Смотрите, у них есть шары какие-то в небе. The machines are angered. Keep your distance. Hunters, defend the camp. Yes. Do what you must. Roar and rend at me. I don't fear it. Now you'll hear my song, machine. A sharp song. The hunt is back! So much for T-Cook's peace. It was only a side effect. He's not gonna be happy about this. Wish I brought something to eat. Nora, did you know this change would come upon us? Not exactly. Although I know there is a lot changing in our world. This time it was outsiders. Those Oseram thought. The Oseram do not think. They will never understand the balance between us. Between man and machine. Now the blue light has gone. And we are left with many songs. But more for mourning than gratitude. So what now? Will you go back to your homeland? When we teach the young to walk on shifting ice, we say, the secret is taking one step, then the next. Perhaps one day, we will understand the machine's mysteries. I hope so. Good luck, T-Cook. Так. Теперь я хочу посмотреть... Блин, а где же этот шаман-то оживался, а? Он, походу, вот тут. Хочу к нему потом смотаться. Еще одна зараженная зона есть. Ладно. И еще есть. Еще раз, два,
3, 4. 4 зараженные зоны. Так, а тут что? Блин, то есть будет непонятно, да, какой котел? Пока я до котла не доберусь, я не узнаю, каких машин он мне поможет приручать. Эх, жаль. В пути на кухню споткнулась громко о чемодан. Ты как, ноге не больно? Не, я привыкшая к своей неуклюжести перестала чувствовать боль, но ваше беспокойство мне приятно. Все понятно с вами. Мне просто неожиданно режим мамочки включился, я уже 100-500 вариантов развития событий, как лечить перелом пальца ноги. Сломай я палец, я бы писала сюда уже с матами. Действительно. Да, весело у вас. Игра, давай грузись. Хочу есть и хочу к шаману. Попросит меня делать ужасные задания, не хочу. Но он прикольный. Я постоянно обо что-то ударяюсь. Я просто иду и ручки дверные бьюсь. Так, косяки, о стены. Врезаться в косяк — это вообще мое любимое занятие просто. Идешь и херак. Так, где этот придурок, как к нему подойти? You'll like what I have for sale. I promise. Only the finest goods these goods. See for yourself. А, вот он. Able-bodied adventurers, prep Outlander. Are you looking for? Wait, I know your face. You came back. How did we fare? Expensively. That's what I was afraid of. The tame machines... It's hard to explain, but there was a kind of signal that calmed them. Your men got greedy, so it's gone now. Gambling's a shoddy job, girl. I should have been a weapons dealer. That's steady work. Here, take it. The half I'd owed those hammer-handed chunks. Half? I finished the job. And what was it you said? Enough to buy a more becoming garb? What do you want? Carja silks? Ah, hoisted on my own purse strings. Да пошел ты нахрен, мужик. Просто иди в шопу. Так, теперь я пойду делать вот это задание. Как я туда буду добираться, а хуй его знает. Обожаю врезаться в двери, особенно учитывая, что я в половину меньше их. Да. Вроде двери и проходы так широкие, а я маленькая, а все равно. Обожаю теряться в пространстве, пока тянусь рукой к перекладине лестницы, поднимаясь на второй этаж и чуть не грохаться с него на первый, сломав себе позвоночник. Блять, давай не надо, нет. Ломать позвоночник — это очень-очень страшно. Давайте никогда не будем ломать его, пожалуйста. Но я частенько прокатывалась по лестнице ногами. Ну, то есть я спускалась слишком быстро, запутывалась в ногах и начинала просто на пятках ехать. Слава богу, что на пятках, а не на жопе. Так что уже какой-то плюс есть. Так, мне нужно направо, да? Пошли. Тоже зараженная зона, да? Ой, мое любимое занятие — засесть и обстреливать.
Занималась бы этим всю жизнь. Fight or run. Чё вы такие сыкуны? А ну вернись назад. О, хорош. Вот это выстрел. Повертел башкой такой: я пошел отсюда. Ладно, я спускаюсь. Calm, calm. Остался только один. Сейчас я поменяю тут кое-что. Хорошо жить с этими бомбочками. Смотрите, с вами не летайте, общий дом будет до 2-го этажа.
По теории падал бессмертия тебя уже где-то нет. Ужас. Вы что такое страшное рассказываете? Ну все, я эту рыбину теперь не достану. Ну, у меня тоже достаточно веселых историй. Как я чуть в снегу не задохнулась несколько раз. Это когда я падала в снег лицом, не могла встать, а лицо в снегу, прям в сугробе, и я не могу дышать. Как меня топили в бассейне. Это вообще просто amazing история. Как меня на велосипеде сбивали. Как я кого-то сбивала на велосипеде. Поговорим с Улином. А что из этого поговорить с Улином? А, это право. Aloy, you're a woman of your word. Olin, your family. I saw the threat from Helis. You have a wife and young boy? If I'd have striven to keep them safe instead of all I've done. This is your chance, Olin. That's why we're here. I'll take it. A kinder deal was never struck. They're being held close by? Yes, the farmstead just beyond these rocks. I'll take you. That's it. Nestled against the spurflints. Я глушу свой голод водой. Best not to think about the previous owners. Too late. So this is it. I can't bear being so close, and yet... It's almost over. How many Eclipse are we talking? From what I've seen, a fair few. Well-armed and armored. Bowmen watching from the ridges. But there's no space for their machine demons. You've been watching for a while? What's the best way in? You think if I had a head for strategy, either of us would be in this mess? Fair point. We could storm the front gate, Osram style. Or take it from the sides, or the ridge above. Maybe you could get on the rooftops. Not me. I'm too heavy cast. Should I do this alone? I don't doubt you could. But with the Eclipse, there's always another blade at your back. So I'll watch yours if you'll let me. Let's go. You have my steel. Something out there. They must be in the main building. The food center. Get down or get shot. Don't give up yet. Yeah. You all right?
Что, ты не хочешь выходить? Почему? Изи. You were in my way. Так. Вот это вот очень красивая и классная штуковина, пусть валяется здесь, я потом ее возьму и потащу с собой дальше. Это я забираю с собой. This has to be where they're holding Olin's family. Bolted tight. Найдите ключ. One of the Eclipse must have the key. Закон упорности. Ключ у того убитого, которого я не обыскала. Конечно, спасибо. Come on, come on. Oh, my wife, my child. Aloy, I owe you 3 debts deep. Thank the sun. You found us. I found someone who had the courage I hoped for in myself. It's she who deserves your gratitude. I've much to confess. I accepted a devil's bargain, and others paid the price. And you think I don't know? I heard them talk. You know there's always been dirt on my hands. Now there's blood too. Take your son up in those hands. Come back to the claim with us. You should listen to your wife, Olin. But Helis and his demons. I am honor-bound to help you, Aloy. With what little honor a Dyson like me has. Olin, whatever your debts, you don't owe them to me now. Go with your family. Show them you're a better man. Farewell, Aloy. Your mother. I hope you find her before they do. Ну, как бы все, вот мы нашли. Пошли пиздить, пошли с этой штукой отпиздим врагов. И сейчас сыкуха звучит, конечно, смешно. Ну-ка, ну-ка, бизончики, идите сюда. У меня для вас есть сюрприз. Лучше быть живым сыклом, чем мертвым авантюристом. Ауф. Золотой фонд цитат. Давай, давай, крис, 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 крис. Right on target. Nice! Один жив остался. А оружие, видимо, закончилось. Нормально. Зато подлутались. Сколько ресурсов собрала. Кайф.
даже еще и енота умудрилась что-то убить. Вот это пушечка. Да, это пушечка. Это просто amazing пушечка. Я еще могу показать, где можно добыть amazing пушечку, но там надо сначала ее с врага сбросить. Вот тут. Наверное, еще где-то есть. А, да, вот здесь вот есть. Ее сначала надо отстрелить, а потом взять в руки. Как? Как? Прям вот прям. Да. Так. Что мы еще можем вкачать? А, давай вот это. Блин, вот я так хочу пойти все-таки вот сюда. Вот я прям очень хочу сюда пойти. Но я голодная. Давайте я возьму себе перекус, и мы туда пойдем. Блин, там сюжет, там такой интересный сюжет. Я так хочу сюжет. Авантюристы могут убить только нейтралы или импостеры и ничто иное, поэтому бояться нечего. Здрасте! А кто это ко мне пришел? Кто ко мне пришел? И что вы тут хотите? Кошка. Большая кошка. Посиди со мной, посиди. Сядь, посиди, пожалуйста. Будь хорошим котиком. Да, сейчас, конечно, мне тут топать. Обходить эту дурацкую гору. Все, док, спасибо. She's courting conflict showing up dressed like that. The Mad King cost the Banuk much. Might regret this. Еще правее. Бабушка прислала варенье. Жадный внук отжимает у бабушки ее ценное сокровище, беспредел в семье. Ой, нет.
меня не видел, ты меня не видел, потеряй. Не знали подробности в сообщениях. Внука была его жена. Все понятно. Да, я правильно иду. Окей. Got one. Who wants to knife and kill first? Other way around. Опачки. You apart shot by shot. We're getting picked off! Keep those heads down! Keep quiet now. Так, просто пробежать. Так, в смысле там есть торгаш? Ну, конечно, просто бежим. Как удобно, что можно прям во время боя подойти и что-то продать. Let go! Take the shadow! Come on! Ah! Flank them! Come on, hit! Shadow, guide me. Back to your business. Да, забудьте, что я существую, я люблю. The Great Horde. And a shadow of a metal devil. Great. Где-то здесь костер.
This must be the pass O'Toole was talking about. With Banuk territory just above. Так, где здесь вход? Куда здесь? А. Вот сюда. Getting soaked from melted snow. They're inside too. Whoa! А я думала, а чё они здесь вообще Bleed for the появились? shadow. Они, оказывается, здесь просто ковыряются и все достают. Всё понятно. Get ready for the shadows. You cannot hide from our wrath. You will perish. That does it. It's time to take a look around the room. Say again, Lieutenant. It got through. Titan is through the defenses. Still on approach. A live one. And he's pissed. We've got no mobility in here. It'll punch right through us. We hold the hedge at all costs. Then push back out. A battle. Frozen in ice and time. Looks like quite an enduring victory we put our foot in today. Contact in 30 seconds. Hey, think that's enough time for Sobek to finish Zero Dawn? If this is really it, I gotta say, it's been an honor to serve beside these tanks. Operation Enduring Victory. Here it comes. Brace for contact! Wherever it was, doesn't seem to have tied up anymore. Are you getting this, Silence? Silence? Titan inbound, same play as Akron. Base defense locks it down. We engage, sever the limbs, blast out the fountains. Another day in the life. Record time, we're close. Anthem will be on point. Hoorah! Silence, you getting this? What is it? All these soldiers. They died here. People die all the time. I'll keep going and find something interesting. Сейчас я найду тебе something interesting. Must have been where the soldiers slept. Like the lodge in Mother's Heart, I guess. Log. Third Battle of California Marine. The swarm came in from the Pacific, and I don't know if it was the local Minutemen or the crazy 15th, but they'd set the garbage patch alight. Man, the sea was on fire. That stuff was... The first wave of bots came in covered in burning sludge. They bought us an hour or two of slaughtering them on the beaches before the swarm recalculated.
We pulled them inland, back through the Kalmar sprawl. Dropped buildings on them, EMP'd the grid. Standard operating procedure. The last time I was in California, I was 5, 6? The light was like that vintage social net filter that was everywhere in the 40s. Log. First battle of the eastern seaboard wall. Had a long run up to it. This was before Kalmar, and projections were a lot worse for the east. For 3 weeks we kept getting scrambled out to some coastal burg to train Minutemen. It was always raining on account of Europe already being torched. Block after block of prefab barracks. They were still printing barracks right up until the hour the main force hit. The Minutemen? We ran combat drills with them in the streets where they'd lived, trying to pretend they might live to die somewhere else if they paid attention. Nothing worse than the ones who actually bought into it. Hopeful, pestering us with questions about Zero Dawn like we know something they don't. I swear, the more we do this, the more like the bots we are. Except they learn from every fight. And us? I'm not so sure. What was this place? Recalls, I've been instructed to remind you of Article 115 of base policy regarding unauthorized use of processor cycles. Specifically 115C. Any holographic simulation not directly related to operational training or efficiency. Consider yourself reminded, and enjoy your gaming. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real long and tougher every time. The swarm's getting better at predicting us. Less of us now, and we have to put in 10 times the work for everyone gone. Like a family business on hard times, only... this isn't my family. It's not with you. I still try to see you. The life we had. In the eyes of the people out there. I remember when they were glad to see us. When they still had hope. It all seems to be slipping away. I don't even recognize the places we're defending. The only thing I know I'm still fighting for is... you. The Zero Dawn to turn this around? Whatever the hell that is. Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. 4 months with the Reckon recalls, I don't know, 20 drops. In and out of the West Coast, fighting with these civilian enlistees, scrappy guys and gals. Their training is basically, here's a DEW, when you see a bot, hit it. But somehow it's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down a horse at Lithium Beach. Pulled out before its buddies arrived, but to see a big one go down... I hope you made the news, honey. Showed everyone we're gonna have a shot at turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs, then everything will be the way it used to be. The furnishings were metal. How'd they ever get comfortable? It was the metal world. Guess they were used to it.
Ну-ка. Запись Капрал Сараи. Я думала, 64-й станет для меня удачным годом. Я бросила пить, завязала с контрактами, надоело вкалывать наемником. Занялась демонтажом ветряков. 400 футов над уровнем моря. Только я и плазменный резак. И тут повторный призыв. Я прочитала условия там же, на ветряке. Условия отличные, повышенная зарплата, амнистия для всех, кто воевал, гарантированное гражданство. Мы должны были спросить себя, в чем подвох, а вместо этого подумали, значит, все-таки мы лучше ботов. Хэрис задвинул речь про гордость и долг. Молодец, все точно рассчитал. Я гордилась службой в армии США. Это был шанс туда вернуться. И вот что в итоге получилось. Я так понимаю, их заманили вот этой всей красотой. Just one bed. Maybe their war chief's room. Пушечное мясо. Никакого гражданства, никакой зарплаты, ничего бы не было. Запись Капрала Сараи. Вчера вечером разговорились, вспомнили 55-й. Я тогда была пацанка, всего пару лет, как из учебки. Общий сбор в ангаре для дронов. Лето, на небе не облако, жара убийственная. И нам говорят, все корпуса с живой силой распускают. Теперь везде будет автоматика. Мы устарели, пора на свалку. Еще 1 миллион на базовом доходе. Столетнюю рецессию. Типа помогать строить роботов, которые отняли у вас работу. А кто умеет в мотокостюме пахать, может податься туда, где еще нужен ручной труд. В океанскую экономическую зону или в Китай. А там вы, типа, уже не наша проблема. Низкий риск суицида, так у меня в досье написали. Осуждаем. Не делайте этого. Я так понимаю. А, нет, это вход. Oh, that's informative. A holographic interface. There must be some kind of code. Maybe I should try scanning objects in this area. Three power lines, 3 sources. That makes 1. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Чего, блядь? Он сам понял, что сказал? Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy Я нихуя не expectations. поняла, что? Птица летит летом на север? То есть первое у нас... Что? Блядь, что надо сделать? Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Спасибо за рейд, Димасик. Я все равно не поняла, что надо... Блять, подожди, я сначала пойду тут сделаю. Я не понимаю эту хрень.
Что у нас сложно, надо думать. One more. Думать больно, голова бубо. Да. Я просто, я вообще не одупляю сейчас. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Может быть, надо просто расставить их по порядку. Нет? Подожди. Нет? Что надо сделать? Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Я не понимаю. Нет. Как? Как ее надо сделать? Блять. Дайте мне листок, бумагу, ручку, я тупой. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Так. На север летом, на восток весной, на запад осенью и на юг зимой. Наверное, надо так. На север летом, на восток, север-юг. Восток — это же где восходит солнце, да? Значит, восток направо, здесь налево, а здесь вниз. Okay, that did it. Да. Sounds like that did it. Господи, мои мозги. В чем дело? В чем дело? Я с той стороны запрыгиваю. Боже, какая разница. Tools being used, and voices. More clips. Must be another way in. Я думала, мы просто войдем. Просто войдем, я думала. It's them, all right. They're not looking for answers, just weapons. Wait, who went down?
Подозреваю их. А, они тоже так умеют. Прикольно. Так, заходит. Давай, следующие, пошли. Давай, 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 давай. Поднимайтесь. Ну? Скло. О, один идет. Давай, заходи. Восхитительно, да? Давай, заходи. Ну, поднимайся. You can see them, they can't see you. Давай, кто пойдет? Кто смелый? Кто смелый? Ты смелый. Давай. Потрясающе. They're leaving. Так, еще один. Давай. Ну? Умный ты, посмотри. Стоит. Не. Не, все-таки передумал. Придурки. Keep watching. Don't let your... I felt that. Don't have eyes on... Ну, это было потрясающе. Это было так весело. Ради таких моментов стоит тратить стрелы. Здесь было мощное оружие. Орудие истребителя. Да, оно так называется. Офигеть. Не знала, что у него название есть. Ну, чисто теоретически тут можно было по стелсу пойти, да? Да. Ой, ну кто мы такие, да, чтобы заниматься стелсом? Стелс придумали не для нас. Блин, этого мужика я убила, он как будто вот просто как стоял, так и стоит. Он чилит. О боги. Ames, I know I mail you too much. I'm just proud of what you're doing. Everyone back home is. We got moved inland 10 kilometers, just as a precaution, they say. School's still in session, so I get to keep my eye on Andres and Reggie. We never know where or when you're fighting, but when the VTOLs go over, all the kids run out and wave. I believe in you. I know nothing's ever gonna be the same, but I believe in you. I believe in us. Ames, I don't even know if you're alive anymore. The mails I get from you,
They say they're from you, but they don't sound... They sound recycled. Phrases put together, and you don't say anything about the news I pass on. The containment zone, the rebreathers, the rioting, One Earth. What happened in the Dallas bubble, Ames, that wasn't the robots. They won't even give me a straight answer when I demand to know if you're still alive. They just say if your messages keep coming, then you're still operational. It's not fair, Ames. It's not fair that you won't be with me when the lights go out. I love you. That's so sad. Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. 4 months with the wreck and recalls, fighting with these civilian enlistees, scrappy guys and gals. That's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down horrors. I hope you made the news, honey. Showed everyone we're turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real long. We have to put into work for everyone. Like a family business. I still see you in the eyes of the people out there. They were glad to see us. They still had hope. I'm still fighting for you. Status report. 9th Mechanized Response Brigade, Commanding Officer Lieutenant Fiona Morrell. Unit morale continues to be adversely impacted by outbound engagements against the Pharaoh Plague, especially when said engagements occur in sectors where civilian guard enlistees have been heavily engaged. The scope and nature of fatalities suffered by civilian guard and unarmed civilians in these sectors defy description. And witnessing it is generating a pervasive sense of hopelessness in the unit. Accordingly, I once again request that deployments of the 9th MRB be temporarily refocused on facilities that are mission critical to Project Zero Dawn. And once again, I request an immediate update on the status of Project Zero Dawn's timeline. Да. Жесть какая. What is this? That? It's a map. A map of what? Our world. The planet Earth, Aloy. It's not flat like you thought. Why would I think that? During eclipses, the shadow cast on the moon is curved. So our world is a globe. And it looks like this, from a distance. We'll discuss this another time. Back to the matter at hand. The Faro robots were spreading across the world, eating everything up. Somehow, Elizabeth stopped them before it was too late. But how? Данные о развертывании войск. Декабрь 2065, неделя 1, конфиденциальная информация. Операция «Ответный удар». Рейна, штат Невада. Силы самообороны и механизированные батальоны вступили в бой с передовыми частями северо-восточного Тихоокеанского роя СТ-12. Боевые действия начались в 6:00 и завершились отступлением в 21:00 следующего дня. Потери более 40% от общей численности личного состава. Операция «Каменный лоб». Комплекс САТЭК. Долина Шинандоа, штат Виргиния. Или Вирджиния, неважно. Виргилия. 12-я механизированная бригада при поддержке сил самообороны провела арьергардный бой с восточно-бережным роем ВБ-17. Боевые действия начались в 8:00. Приблизительно в 14:00 12-я механизированная бригада рапортовала о том, что противник
прорвал оборону и получил разрешение на подрыв комплекса САТЭК. В результате взрыва рою ВБ-17 был нанесен значительный урон. Уцелевшие части 12-й механизированной бригады отступили к оборонительному рубежу Акрон-Кливленд. Операция «Удар в корпус». Акрон, штат Огайо, 9-я и 10-я механизированные бригады при поддержке массированных авиаударов атаковали «Титан-класса ГОР», снабжавший восточный морской рой ВБ-18. Боевые действия начались в 4:00 и завершились в 22:00 ликвидацией «Титана». Обратите внимание, что это уже 3-й уничтоженный «Титан» на счету 9-й механизированной бригады, и она понесла минимальные потери. Отчет о готовности бригад. 3-я механизированная бригада отказалась подчиниться приказу о передислокации в ходе операции «Замена» на оборонительном рубеже Пенсакола-Таллахасси. В настоящее время ожидается решение военного суда. 7-я механизированная бригада отозвана из Нью-Йоркского очага и переброшена на участок Уичита, готова к бою. 9-я механизированная бригада проходит переоснащение на базе командования роботами США, готова к бою. 10-я механизированная бригада передислоцирована из Калифорнии побережья. Трэш. Мы тут пришли, мы идем сюда. Тут что? В смысле, тут ничего нет. Зачем есть тогда комната? Тут что? Тут тоже просто комната? Потрясающе. Ну да, вот это и есть гор. The eclipse. No. Tampering with the metal devil. No, сейчас будет битва. No. They don't think they can wake it, do they? Мне жопа. Watch out! Sun and shadow. Another Kopish. And this one can move. Well, they're still surprised. No, пожалуйста, не надо. Я не это хотела сделать! Придурки!
That did it. So the soldiers long ago, they had to fight hundreds of those all at once? Трэш. Доброй ночки, Кадаш. Не знаю, я боюсь всегда эту штукенцию. Она очень страшная. Она страшно уродская, нападает на меня. Фу. А! Зато с него классные ресы падают. Я думала, с него можно будет отстрелить его орудие и тогда использовать. Против него же, но оно почему-то не отвалилось. Ну, хрен с ним. Самое главное, я живая. У меня вопрос, вы знаете про гею? Вроде так оно называется. Я просто не помню, это в какой части игры рассказывается. Это здесь. Мне кажется, это вот будет скоро, наверное. Не помню когда. Но будет. Отчет. Деградация биосферы. Август 2065 год. Конфиденциальная информация. Ключевые выводы. Несмотря на повысившуюся боевую эффективность сил самообороны и достигнутые в тяжелой борьбе победы на центральноевропейском, антарктическом и Тихоокеанском фронтах, скорость распространения чумы Фаро остается прежней, равно как и скорость поглощения ею биомассы. По любым оценкам, ущерб биосфере уже превысил уровень 2038 года, и положение ухудшается с каждым днем. Прогнозы по графику вымирания остаются прежними. Атмосферный коллапс середины ноября 2065 года, уничтожение незащищенных наземных поселений февраль 66, гибель сухопутных макробиотических организмов конец марта 66, гибель морской флоры и фауны начало 68 года. Вследствие сохранения секретности проекта «Новый рассвет», полного молчания относительно его механизма действия и даты завершения, предсказать, какое влияние «Новый рассвет» окажет на график вымирания, не представляется возможным. Атмосферный коллапс. Наибольшую угрозу для операции «Свобода», а также для гражданского населения и животного мира по-прежнему представляет снижение концентрации кислорода в атмосфере и выбросы токсичных веществ. На текущий момент прогнозируемая дата атмосферного коллапса приходится на середину ноября 2065 года. После этого срока для осуществления боевых операций военнослужащим необходим будет использовать изолирующие дыхательные аппараты, а гражданское население сможет выжить только в герметически закупоренных жилых комплексах. Требуемые параметры системы очистки и повторного использования выдыхаемого воздуха представлены в приложении А. Нехватка питьевой воды. В результате выпадения загрязненных осадков источники водоснабжения оказались заражены токсичными веществами, выпущенными в атмосферу при поглощении биосферы в восточном полушарии. Вследствие вынужденного отключения всех систем
нанообработки крупнейшие водоочистные комплексы уже сейчас не справляются с нагрузкой. Эскалация вооруженных действий. В приложении к данному документу излагаются кратковременные последствия вооруженных столкновений с применением тактики выжженной земли в ходе обороны западного побережья, а также последствия применения океанской экономической зоной атомного оружия для сдерживания первоначального продвижения противника на Тихоокеанском фронте. Ну, в общем, пизда. Восхитительная пизда всем. Всем просто жопа. Сейчас должно быть кино. Thank you, Dr. Sobek. You can take a seat. What? You're going to thank her after what she just said? Dr. Sobek has made the situation very clear, General, and given us an option. We should all be thanking her. Oh, it's just... I mean, my God. Maybe take this discussion offline. There's not going to be any discussion. You saw the numbers. Now, Pharaoh, he'll foot the bill, but his money can't buy the time necessary to complete Zero Dawn. That can only be paid for in blood. Oh, come on. If we upgrade our fleet, crack the code somehow... Were you not listening? Robots can't do the fighting for you this time. When it comes to hacking, this rogue swarm is an apex predator. Anything automated you throw at it, they will hijack and take over. But this... We'd be throwing civilians into a meat grinder. Commanders, the enemy we're facing self-replicates faster than we can kill it. And it eats biomass as fuel. Zero Dawn is all we've got. So we put a railgun in the hand of every civilian strong enough to carry one, show them where the trigger is, and point them to the front? How the hell do we sell that? By giving them something to fight for. Zero Dawn. The top-secret super-weapons program that will save us. So long as humanity holds off the swarm long enough for Dr. Sobek and her team to finish it. The file I'm sending contains the war plan for Operation Enduring Victory. War plan? This is a war crime. It may be ugly, but it's something. Consider the alternative. Dr. Sobek, I've secured use of a decommissioned orbital launch base outside Bryce, Utah as the Zero Dawn staging area. Plenty of space there. When can you get started? I've already mailed you a list of alpha and beta candidates. Most are foreign nationals or subjects of corporate holdings, so extracting them... Leave that to me. You'll get your dream team. Count on it. Then I'll be off. Orbital launch base. What is that? What did these people do? What did Elizabeth do? Dr. Sobek, as projected, the Wichita salient has collapsed. 5 Horus-class Titans have broken through. We predict contact in 34 hours. Everything is in position, General. It took a few shortcuts to pull everything together, but Zero Dawn is functionally complete. Good to go. That enduring victory served its purpose after all. Yes, if we'd had even one day less. I've sent you an encoded file, Doctor. Please do me the favor of archiving it. I'll see what I can do. What is it? A brief statement. An allocution of crimes, I guess you'd call it. To what are you admitting guilt? Over the past 16 months, Doctor, I have presided over the greatest wholesale slaughter of military personnel and civilians in the history of... history. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Sorabella. Add them all together. They don't even come close. You didn't do the killing, General. No, not directly. But I didn't wind up the highest-ranked military commander in the United States.
by resisting the automation of the armed forces. Even before the swarm, Doctor, I was helping death along. So, instead of letting what I've done sink into the murk, forgotten, I sent a file with all the details. Let posterity judge my actions with clear vision. I'll do as you ask, General. But you should consider that were it not for your actions, our actions, there wouldn't be any posterity to judge us. Perhaps. Dr. Sobek? At ease, General. And goodbye. Hell of a thing. Пиздец. Не знаю, я каждый раз, когда смотрю, мне немножечко нехорошо. Glad to be rid of that place. Now I just need to find the orbital launch base they talked about. I've checked my data and located the base. That's the good news. And the bad? It's directly underneath the Citadel. The palace at Sunfall. The capital of the Shadow Carja. Not exactly convenient. The palace is crawling with Eclipse agents. Many in positions of authority, all of them wearing focuses. The moment they see you, Hades will too. He'll issue another kill order, and this time, the entire Shadow Carja military will be after you. So, disable their focuses. You've done it before. It's not that simple. Too many focuses in one place, each of them communicating with each other and back to Hades, a whole network of them. Network? What's that? Imagine a vast, invisible web stretched across the land from end to end, connecting focuses together, allowing them to communicate over vast distances instantaneously. All right, so is there some way to cut the web down? Crash the network. Audacious. Yes, there is a way. A weak point in the network. Point the way. I'll send the location data to your focus. Head there, and I'll be in touch when you're close with more directions. What was Zero Dawn? What sort of super weapon did Elizabeth make? She stopped the machines, but not before the world she knew, her civilization, ended. Let's hope it won't come to that again. Now, how am I gonna get down from here? Oh, this should be quite the ride. I'd do that again, if it weren't so much work to get back up there. Пиздец. Доброй ночи, Леон. Я тоже все сейчас. Я сейчас заканчиваю. Потому что... Я хочу отдыхать. А продолжим мы потом. Блин, да, сначала нам придется тащиться сюда. Сюда, потом туда, потом еще куда-нибудь. Так что пока что я, наверное, остановлюсь вот здесь. Я думала, сейчас будет кино, но нет, кино будет потом. Кино будет еще не скоро. Еще 2 куска карты поисследуем, только потом там будет кино. Главное, что будет. Да. Не знаю, мне нравится эта игра, но при этом какая же она все-таки мой ночной кошмар с этими роботами, уничтожением человечества, что на планете все вымерло нахрен. Или не вымерло. Блин, нехватка кислорода, вымирание всех микроорганизмов в океане, отсутствие воды, это, конечно, пресс F. И роботы, которые питаются биомассой. Это просто фу. У меня до сих пор в голове тут
текст про косяк дельфинов, которых съели. Вот. Все, выбрались. Дельфинов можно? Они немного поехавшие. Их и косаток. Фу, нет. Никого нельзя. Все зверушки хорошие. Все зверушки молодцы. Мне всех жалко. Все, не знаю, когда продолжим, потому что там же Геншин будет, да? В среду, вроде бы. Но когда-нибудь продолжим, это точно, потому что мне интересно, наконец-то, я отдыхаю от чертова Геншина. Дельфины творят лютую дичь? Ну, слушай, ну это ты так думаешь, они уверены, что они делают все правильно. Все, давайте, всем доброй ночи, всем спасибо, что пришли на стрим, всем пока.